Всем привет! Genshin Impact. Сегодня мы настроены супер серьезно, а именно, сегодня мы пойдем проходить, наконец-то, сюжет Сумеру, встреча с Аль-Хайтамом, с которым мы так и не добрались в прошлой серии, но в этой мы пойдем целенаправленно. Конечно же, стримчик начнется с нашего ежестримного ритуала, а именно, мы пойдем выполним ежедневное задание в Манштате и вернемся к Аль-Хайтаму. Тем более, что что-то новенькое. Гай, которого никто не замечает. Помогите Гаю. Гай-сенсей. Внезапно. Ну вот. Как-то так. Анна, Мика, здравствуйте. Мур. Я думаю, я чуть опоздал, люди чуть опоздают, потому что там беда и вообще беда. О, Гай! Гай-сенсей. Гай, которого никто не замечает. Даниэр, привет! Наталья, привет! И Куси! Эх, каждый день в карауле писать не о чем. Здесь ничего не происходит. Все в порядке? Мой отец, Таннер, работает в винокурне. Он гордится тем, что я стал рыцарем Орда Фавониус. Он постоянно мне пишет и ждет, что я напишу ему в ответ. А я помню его. Он стоит рядом с каким-то прилавком у винокурни, реально. Понка, привет. БМВ, привет. Но я всего лишь охраняю ворота. Боковые ворота. Через них почти никто не ходит. Кстати, да. Отец с нетерпением ждет вестей о моих подвигах. А я охраняю ворота. У отца слабое здоровье. Боюсь, ему только станет хуже, если он узнает, чем я на самом деле занимаюсь. Поэтому я пишу ему о героических битвах и всяких подвигах. Напиши, что ты охраняешь боковые ворота, ему будет спокойней, дурак. Но если я не подкреплю свои письма доказательствами, у отца могут возникнуть сомнения. Если тебе вдруг попадется в приключениях какой-нибудь трофей, можешь мне его подарить? С трофеем мое письмо будет выглядеть намного убедительнее. Я займусь этим. Спасибо. Вместе с письмом отец получит трофей. Он обязательно обрадуется. Какой трофей тебе нужен? У меня к тебе необычная просьба. Достань мне тяжелый рог. Кажется, их можно найти у самых крупных хиличурлов. Друзья из Ордена говорят, что эти великаны опасные соперники. Отца порадует такой боевой трофей, но я не скоро сам смогу сразиться с огромным хиличурлом. Буду очень благодарен, если ты доставишь это вместе с письмом моему отцу. И прошу, не открывай письмо. Отец может решить, что оно фальшивое. Господи. Дурачок и абьюзер. Давайте откроем письмо. Извините. Но все равно. Где? А где письмо? Алло! Он же дал мне письмо. Не понял. Михоко! Привет, как ты? Привет, все нормально, как твои дела? Гай, вернись к Аноху. Всем кусь. Я только поздоровался. Поздороваться, хорошо. Всем привет, Геншин, всем... Ой, забулило, понятно. Всем мрмяв, а затем как Кусь. Кусь, точнее, вот так вот. Где письмо? Я хочу почитать, чтобы он подумал, что оно фальшивое. Так. Ну, точно не в ресурсах. Он же мне его дал. Шифр, гадальный список... Письмо легким ароматом духов. Прекрати. Так, нету, получается? Игра забулила? Я его не успел получить, да? Раньше времени тыкнул. Нет. Непонятно. Письмо в надежном месте в труселях. Понял. Желточек Кусь. Так, вообще-то я на Геншине не сижу, а булит тебя только вода. Но я понимаю, что булит меня вода. Но можно же и поддержать внезапно. Так, помогите Гаю. Вот, это отнести письмо? Непонятно. Непонятно мне то. Где бабочки? Ага. Что хотел сказать, забыл.
Неважно. Неважно. Оказывается, гипостазисы, спойлеры, те еще. Гипостазисы, да? А что в них такого? Не говори, не надо. Да-да-да, вот именно про этого деда я и говорил. Здравствуйте. Добро пожаловать на Вернокурню Рассвет, добрые путешественники. Это письмо Гая. Он написал мне письмо и попросил тебя его мне передать. После такого тяжелого боя он должен был получить награду от Ордена. Сынишка всегда любил похвастаться. Теперь он стал настоящим рыцарем. Он попросил передать этот трофей. Гай победил огромного монстра. Мы сражались с ним бок о бок. Это была тяжелая схватка. Это Пайман говорит, извините. Слыхал я о таких монстрах. Безрассудный юнец совсем не бережет себя. Ты чё? Еще и пощупал руки на стол. Алло, собака. Уйди отсюда. Меня потрогали. Вот ты пес усатый. О, горит. Так. На этот раз ему повезло, но кто знает, что будет в следующий раз. Ордену повезло с таким рыцарем. Хочешь выпить? У меня для таких случаев есть бутылка вина от самого мистера Делюка. А вы хотите ответить ему? Я обязательно ему напишу. Скажу негоднику, чтобы не лез в самое пекло. Я не переживу, если с ним что-то случится. Дед, на самом деле он охраняет боковые ворота Манштата. Там даже люди не ходят. Если он помрет, то только если про него забудут и не принесут ему еды. Забей. Не буду больше досаждать тебе стариковским ворчанием. Счастливого пути. Вот, возьми с собой в путешествие, и трофей можешь забрать. Старику он незачем. Орда Фавониус. Может быть, я был к нему слишком строг? Ну или подвергать его жизнь... нужно ли подвергать его жизнь такой опасности? Старый, успокойся. Серьезно, он сидит, вату катает. Целый день ничего не делает. Так, Мика Кусь, мертвая Пайман, подкрался сзади, проникновение. Я сегодня с баннера хроника выбила. C1 казах, поздравляю. Начали щепоть до... Что? До коровки, простите. А мне казах так и не падает. Ну, значит, тебе не надо. Так, завтра пробник ЕГЭ. Удачи всем, у кого экзамены сегодня, завтра, послезавтра. Кстати, да, ТикТок не работает. Я вам могу вот такую надпись поставить. Не могу. Давайте сделаем вот так. Сейчас. Где плюсик? Ой, бай. Так, вот ты. Угу. Тик не робит. Робит. Уходите на YouTube. Вот так вот. Акацки ва цудотта. Вот так вот. У меня по алгебре экзамен. Удачи тебе. Удачи всем, все экзаменующимся. Всем, я так понимаю. Пускал вчера тестовый стрим с вашим приложением. Прекрасно работал. ТикТок полчаса теста. Нет, ТикТок не работает. ТикТок... нет, стоп. ТикТок работает, но API, который я использую, не работает. Но я уже веду работы, чтобы... Я буду сейчас платить дополнительные, я подмечу, дополнительные 25 баксов в месяц, чтобы эта собака работала и у вас все было хорошо. Поэтому, я думаю, завтра или сегодня ночью будет обновление, которое починит ТикТок, и с ним больше не будет проблем. Вот, все. Я предлагаю идти. Чрезвычайная ситуация. Это нам не нужно. Мы выбираем
Потерянный... что? Потерянное в изобилии. Встретитесь со осведомителем Дори. Пойдемте. Пойдемте поговорим. А когда будут скидки... Я и так, понимаешь, я не бизнесмен, я разработчик. Сейчас я уже плачу за то, чтобы вы им пользовались каждый день. И каждый новый пользователь для меня это дополнительные расходы. Понимаешь, я не умею в бизнес. Я умею работать, как бы выполнять... могу кодить, руководить людьми, но я не могу зарабатывать самостоятельно на бизнесе. Я слишком... Ну, типа, с логикой такой, ну, мне же не трудно, я могу как бы и заплатить, как дурачок, понимаешь? А я тебе там... Бумажка с кодовыми словами, не забудь. Да-да-да, кстати, да, спасибо большое. Ее надо сфотопарировать. Шифр осведомителей. Сейчас я ее Или я вообще сделаю просто скрин. Мы сейчас вот так вот чпокнем его. Чпок. Вот так вот поставим. Все у нас будет хорошо. Вот, Поэтому я прошу, не пиарьте это приложение. Оно нахрен никому не нужно. Есть куча нормальных аналогов, вот, и у которых все работает, и за которые мне не надо платить за вас, оло. Пользуйся Тиквинити. Латиш. Латыш. Кто ты? Здравствуйте, чего изволите? Мы хотим купить незрелые фрукты Хара. Мы хотим купить несладкие фрукты Хара. Погнали. Купить несладкие фрукты Хара. Попросить информатора отвести вас к Дори. Что? Мы хотим купить несладкие фрукты. Мы хотим купить незрелые. Такого нету, все окей. Несладкие фрукты хотим. У вас очень особенные предпочтения. У нас есть несладкие фрукты Хара, но мы обычно держим их в подсобке. Я попрошу кого-нибудь проводить вас. Благодаря этой бумажке мы прошли во второй тур. Раунак! Гости желают приобрести несладкие фрукты Хары. Отведи их на склад. Хорошо, прошу, следуйте за мной. Пойдем. У вас интересная одежда. Мы давно уже не видели, чтобы покупатели носили сумерскую розу. Подожди, дай подумать. Сумерская роза означает обычный товар? Ты ошибся. Мы совершенно очевидно носим цветы скорби. Простите, не хотел вас обидеть. Ух, его вопрос с подковыркой напугал меня. Склад впереди, пожалуйста, следуйте за мной. Мужик, у тебя жопы нет вообще. Ты не качал, вообще не качал задницу. Прежде чем отдать вам товар, мне нужно уточнить несколько нюансов. Прошу прощения, у нас может не хватить для вас фруктов Хара. Чуть раньше мыши погрызли почти всю партию. Так, а мыши погрызли товар. Товар распродан. Понял. Да? Мне жаль это слышать, мои поздравления. Ну, товар распродан, это значит, что все хорошо, у них все идет. Мои поздравления. Благодарю. Если появятся товары лучшего качества, вы узнаете об этом первыми. Похоже, вы довольно искусные. Позвольте предложить вам фрукты, от которых у вас закружится голова. Да, пусть кружит голову так, чтобы аж в ушах зашумело. Можно мне лучше те, от которых тепловой удар. Так, упаковка в стиле искусственного клиента. Отзыв на комплимент про искусственного клиента. Фрукты Хара, от которых окружится голова и шумит в ушах. Вы довольно искусны. Комплимент про искусственного клиента. Фрукты Хара, от которых кружится голова и шумит в ушах. Отзыв комплимент глубокий
магическими познаниями фрукт Хара, вызывающий тепловой удар. Нам нужен звон вот это вот где-то. Да, это правильный ответ. С другой стороны, фрукты Хара, от которых кружится голова и шумит в ушах. Это звучит пугающе. Хотите фрукты Хара... Что? Хотите, чтобы фрукты Хара были упакованы в стиле города Сумиру или в стиле порт Ормоса? Ой, музычка пошла. Ой, какая музычка. Ой, кайфуем всем чатом. Просто туц-туц. Сергей, здравствуйте. Так, ладно, что я заслушался. Фрукты были упакованы в стиле города Сумеру или порт Ормоса. Упаковка в стиле Сумеру, нужно немного товара. Упаковка в стиле порт Ормоса, нужно много товара. А я не знаю. А мне сколько нужно товара? Ну давай много. Приятно иметь дело с щедрыми клиентами. Мы обязательно красиво упакуем ваши покупки. Все подтверждено. Госпожа Дори ждет вас наверху. Проклятие, там Матра. Бежим! Что? Матра? Где? Айхайтан сказал, что нам нельзя им попытаться. Бежим отсюда быстро! Ну, побежали. Это незнакомое место, так что давай пойдем за информатором. А куда? Да, от меня не уйдешь. Он побежал туда. А-ба-ба. Подожди, сюда? Туда? Куда? Вон туда? Не, наверху. Все, я не в ту дырочку вошел. Вошел не в ту дырочку, такое бывает. Нам вот сюда. Смотри, он там! А-ба-ба. Ты такой спортсмен, я не могу, у меня коровка тебя догнать не может. Эй, если вы прячетесь от тигра, Ришборлбамба, это еще один пароль. Голос доносится из-за здания справа. Сюда, быстрее сюда. Все, больше не нужно бежать. Это же О, господи! Я вообще не воспринимал Дори как Дори. Я вообще забыл, что есть такой персонаж. Я сижу, угораю, что рыбка. А это же Дори, у которой у меня там C7. Я вообще про нее забыл. Эй, ты только что позвала нас? А нам безопасно здесь находиться? Госпожа Дори, они хотят купить фрукты Хара. Позвольте откланяться. Очень хорошо, спасибо. Что их привел? Угораю, что рыбка Дори, я сам стал рыбкой Дори. Кирлайф, привет. Так ты и есть Дори. Пайман думала, что ты будешь страшнее. Что ты сказала, глупышка? Когда нужно, я очень страшна, поверь. Можем забыть о сделке, если Что? Можешь забыть о сделке, если не следишь за своим языком. Однако, должна признать, что вы неплохо справились. Вы не только сумели найти моих информаторов, но тоже были чрезвычайно бдительны. Вы не похожи на преступников, но я готова поспорить, что вы замешаны в каких-то сомнительных делах, не так ли? Пайман не уверена, что это был комплимент, но мы его примем. Те, у кого есть деньги, те, кто запыхался после пары шагов, не только сами попадут в руки Матры, но и доставят неприятности нам, порядочным людям, пытающимся вести честный бизнес. Это не нужно, согласны? Вот почему я предпочитаю иметь дело с такими клиентами, как вы. Вы здесь впервые, но не волнуйтесь, я не буду задавать слишком много вопросов. Я совсем не против, если вы покупаете капсулы знаний, чтобы украсить ими свою прихожую. Пока у вас много круглой блестящей моры, все будет хорошо. Покажешь нам товар? Да, конечно, конечно. Осмотритесь вокруг, изучите ассортимент. Так.
Ого, да у нее целый склад капсул знаний. Ох, у нее будут серьезные проблемы, если Матра поймает ее с поличным. Какие товары вы ищете? Поверьте, меня не интересуют причины, по которым вы мои клиенты, мои клиенты покупают те или иные товары, но иногда я могу порекомендовать что-нибудь поинтереснее. Как насчет этого? Социологическая идеология хиличурлов и ее диалектический анализ. Только 3 человека во всем Тайвате когда-либо изучали это. Это редкие знания, и капсула продается за 350 тысяч моры. Неужели есть люди, которые хотят купить такие странные знания? Вот тоже интересный вариант. Архитектурные стили и методы строительства в странах Тайвата в ранний период войны архонтов. Не могу. Беда. Поздно ты за сюжет Сумеру взялся. Почему люди уже 100 лет назад его прошли? Так я же не виноват, я-то первый раз прохожу. Дмитрий Девятка, привет. С ней вы сможете стать экспертом в области сохранения исторической архитектуры и найти отличную, хорошо оплачиваемую работу практически в любой стране. Эти знания хоть как-то могут пригодиться. 2 миллиона моры, и она ваша, не мора меньше. Ого, это же целая гора моры! Конечно, вы можете выбирать по своему усмотрению. Описание цены указано мелким шрифтом в нижней части каждой капсулы знаний. Пришло время попробовать метод, который нам подсказывал Аль-Хайтам. Давай. Шаринган! Бьякуган! Пришло время... Я возьму эту, я ее чуть не посмотрел. И эту. И еще вот эту. Берем все. Отличный выбор! Вы выбрали немного капсул. Мы возьмем эти капсулы. Спасибо. Приветик, наряжка, приветик, милашка. Это какая глава? Если честно, я не уверен. У вас не только наметанный глаз. Ваша щедрость не знает границ. Такие клиенты настоящая редкость. Может, 1 из сотни... Нет, 1 из 1000 будет таким, если повезет. У меня есть специальное предложение для вас. Если вы потратите еще 100 тысяч моры, вы сможете выбрать любую капсулу знаний стоимостью 1 миллион моры за счет заведения. Что? Эй, ты слышала? Потрати еще 100 тысяч, и мы сможем получить любую капсулу стоимостью в 1 миллион. Пайман, успокойся. Не позволяй ей обманом заставить нас потратить еще больше. Но все капсулы знаний, которые мы только что купили, в сумме стоят полмиллиона моры. Если мы потратим чуть-чуть больше, то сможем получить капсулу стоимостью в 1 миллион моры. Разве это не супервыгодная сделка? Подумай, нам пришлось пройти через множество трудностей, чтобы получить эти капсулы знаний. И теперь все это принадлежит Аль-Хайтаму. Неужели тебе ни капельки не интересно, как работает капсула знаний? Это же мгновенные знания. Разве тебе не любопытно испытать это на себе? Ты здесь единственная любопытная. Если ты хочешь, чтобы я это испытала на себе. Это ты хочешь, чтобы я это испытал на себе. Ну же, у нас есть около 100 тысяч моры Аль-Хайтама. Давай используем их с пользой и найдем что-нибудь полезное для тебя. Договорились? Дори, мы хотели бы потратить еще 100 тысяч моры. Хорошо, выбирайте капсулу знаний из этой великолепной коллекции. Давай. И чё? Погоди-ка, Пайман думала, мы можем выбрать все, что захотим. Почему мы не можем выбрать из тех капсул? О, но здесь так много капсул знаний стоимостью в 1 миллион моры. Я уверена, клиенты вашего уровня смогут выбрать то, что лучше всего соответствует вашим потребностям. Не торопитесь. У Пайман плохое предчувствие. Используй чувство стихии еще раз. Хорошо, я посмотрю еще раз. Может быть, не будем выбирать? Может, не будем? Почему? Скажем так, для нашего душевного здоровья. Эй, это же капсула знаний стоимостью в 1 миллион моры. Не будь такой пессимисткой.
Мора уже потрачено, так что давай хотя бы попытаемся найти что-нибудь полезное. Давай. Дай-ка посмотреть, что у нас тут. Введение в... Что? Введение в традиционное пивоварение Сумеру, искусство выращивания пряностей, общение... общее описание древних руин. Эй, взгляни-ка на эту. Техника фехтования на мечах 8. Не уверена, что мы когда-нибудь найдем первые 7 частей, но, по крайней мере, эти знания должны быть полезны. Давай возьмем ее. Лишь бы ты была довольна. Дори, мы берем эту. На самом деле, она сказала: мастер, мы берем эту. В ближайшие пару дней ожидается поступление новых товаров, так что не забудьте заглянуть сюда. Понадобится ли вам капсула знаний или что-то еще? Просто принесите Дори Мору, и двери откроются. Окей. Все прошло гладко, давай вернемся к виллу Фандук и встретимся с Аль-Хайтамом. Может быть, он наконец-то расскажет нам, что потеряла Академия. Мора, блестящая Мора. Пожалуйста, не стесняйтесь, приходите еще. Окей. Так, ага, идем пешочком. Ну, пойдемте. Так, ты вешком попробуй выбить скидку для винтажных? Слышь! Па-па-па. Здравствуйте. Вы пришли. Судя по вашему виду, вы добились успеха. Ого! Да, здесь полно людей из Академии. Почему ты выбрал именно это место для встречи? Викала Фундук находится под контролем Академии. Естественно, здесь работают люди из Академии. Я прибыл в порт Ормас под предлогом ведения официальных дел. Дерзости тебе не занимать. Расслабься, здесь никого не интересует, о чем мы говорим. А Матра сюда не заглядывает. Итак, расскажите, как прошла ваша встреча с Дори? Вы рассказываете Аль-Хайтам, что произошло, и даете ему купленные капсулы знаний. Аль-Хайтам, мы выполнили свою часть договора. Можешь рассказать нам о капсуле знаний, которую потеряла Академия? Сначала я хотел бы узнать, зачем она вам? Можете не отвечать, конечно. Это не секрет. Мы ищем способ встретиться с Дендраархонтом. Верно! Путешественница хочет получить аудиенцию у божества мудрости, чтобы задать ей несколько вопросов. Но за все время нашего пребывания в Сумеру мы так и не смогли найти способ сделать это. Мы узнали, что Академия потеряла что-то, что может быть связано с архонтами, поэтому решили попытать счастье здесь. В таком случае, вы на верном пути. Некоторое время назад Академия потеряла в пустыне капсулу знаний. Предположительно, это капсула знаний Архонта, с помощью которой можно обрести божественную мудрость. Ух ты! Даже такое есть! Скажем, если мы найдем ее, то будем знать все. От способа получить аудиенцию у Дендраархонта до ответа на вопросы о твоем брате. Я очень сомневаюсь на то, что она обладает какими-то мистическими свойствами. Но капсула действительно существует и находится здесь, в порт Ормасе. Где она сейчас? Выяснить это и есть наша следующая задача. Ты тоже ее ищешь? Не стану отрицать. Я провожу расследование, потому что мне интересно, что на самом деле представляет собой капсула знаний Архонта. Как вам известно, пустынники в порт Ормасе тоже положили на нее глаз. Это довольно ценный предмет, и знания, содержащиеся в нем, могут даровать власть и богатство. В последнее время несколько бригад ведет борьбу за право владеть капсулой, но победитель пока не выявлен. Мои личные финансы и связи не могут конкурировать с финансами и связями пустынников. После некоторых усилий мне наконец удалось достичь предварительной договоренности с некоторыми бригадами.
Я согласился отказаться от владения капсулой знаний Архонта в обмен на возможность изучить ее. В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы понять, что это такое. Однако, есть и те, кто не идет на переговоры. Например, пустынники из Аин-аль-Ахмара. Они твердо верят, что в капсуле знания Архонта заключена сила царя Дешрета, и что он вернется в этот мир, когда они получат капсулу. Они не позволят кому-либо из Академии запятнать дух своего божества. Значит, ты преследуешь их, потому что они отказались сотрудничать с тобой? Да. Аин-аль-Ахмар не самая богатая и влиятельная бригада, но ее члены полны решительности получить эту капсулу. Они используют любые скрытые методы обогащения, чтобы собрать достаточно средств. Поэтому я вмешиваюсь в их дела, чтобы принудить их к переговорам. Капсула знания Архонта должна быть выставлена в тайном аукционе в ближайшие несколько дней. Каждая бригада сделает свою ставку, и капсула будет тайно передана победителю. Чтобы обеспечить безопасность капсулы и избежать внимания Матры, получившая капсулу бригада не будет раскрывать свою победу на аукционе. Пока я не узнаю, кому в итоге достанется капсула знания Архонтов, Пока я не узнаю, кому в итоге достанется капсула знания Архонта, не о чем договариваться. Дори — самый надежный источник информации, но раньше этот путь был для меня закрыт. Теперь, когда у меня есть вы, ситуация изменилась. Другими словами, ты хотел, чтобы мы подружились с Дори, чтобы узнать, где находится капсула знания Архонта? Да, можно и так сказать. Но такой расклад не вредит никому из нас. Послезавтра вернитесь к Дори и попытайтесь узнать о местонахождении капсулы знания Архонта. Если у нее не будет информации, подождите еще 2 дня и обратитесь к ней снова. Если у меня будет возможность изучить капсулу знания Архонта, я поделюсь с вами результатами исследования. Как вам такое вознаграждение? Именно это мне и нужно, спасибо. Ну, не то чтобы мне это нужно, я не то хотел. Хорошо, тогда встретимся через 2 дня. Аль-Хайтам, еще один вопрос. Мы приобрели одну капсулу знаний для себя, но не знаем, как ею пользоваться. Хотите использовать капсулу знаний? Хорошо, я научу вас. Сегодня это... Сделать это прямо под носом у Академии будет несколько проблематично. Пойдемте на окраину города. Пойдемте. Аба-ба-ба-ба. Куда идем? Давайте вот отсюда полетим сверху. Заверните мне Аль-Хайтама, мне тоже все понятно. Весь чат поплыл. Руки на стол, оло. А пути. Я не могу, мне так прет с этой музыки. Я так был разочарован, я так полюбил Сумеру и так был разочарован его музыкой в самом начале. И сейчас у меня просто все перевернулось, прям я кайфую. Руки на Хайтаме. Это место подойдет. Покажите мне свою капсулу. Вот она! Техника фехтования на мечах 8. Капсула боевых знаний. Подобные знания встречаются редко, так как большинство из них не используются пустынниками для усиления своих боевых возможностей. Правда? Как здорово, что мы не зря ее приобрели! Чтобы узнать эффективные знания, я могу помочь тебе проверить твои боевые способности. Однако эффект, скорее всего, будет минимальным, если ты уже достаточно сильна. Мы можем провести контролируемый эксперимент, в котором ты будешь сражаться в 2 битвах, до использования капсул знаний и после.
Пока ты сражаешься, я попрошу терминал Акаши измерить твои физические параметры. И в испытаниях могут быть различия в твоей физической силе, а также способностях ваших противников. Ну не волнуйся, позже я приведу статистический анализ, чтобы исключить искажение данных. Ого! Аль-Хайтам, ты, наверное, один из отличников Академии. Пайман, интересно, ты не похож на тех студентов, которым нужны капсулы знаний, чтобы закончить Академию? Так почему ты рискуешь попасться Матре ради этой капсулы? Мне тоже интересно. В большинстве случаев, когда невозможно понять действия ученого, их можно объяснить любопытством. Это незыблемая истина. Похоже, ты пытаешься уйти от ответа. Итак, приступим к испытанию. Просто сражайся, как обычно. Окей. С тобой драться? С кем драться? Просто с пацанами с рандомными? Пацаны, без обид. Меня заставил непонятный дядька драться с людьми. Аналогичный куськи в ответ, куськи всем. Что происходит? Почему весь чат покусанный? Алло. Теперь я подключу к твоему терминалу Акаши. Подключусь к твоему терминалу Акаши и запишу данные. А теперь используй капсулу знаний. Возьми ее в руку. Я помогу тебе установить связь с капсулой, чтобы ты могла активировать ее силу. Секундочку. О-ба-ба-ба. Вот сюда. Капсула знаний под названием «Техника фехтования на мечах 8», которую вы купили у Дори за 100 тысяч моры, соблазнившись уговорами Пайман. Неизвестно, где находятся предыдущие 7 капсул, но техника фехтования – штука полезная. Ну, наверное. На мгновение я увидела бесчисленные фигуры, сражающиеся на мечах, а в следующий момент они исчезли в глубинах моей памяти. Так. Эй, что с тобой? Я кое-что почувствовала. Ничего из капсулы знаний превратилось в воспоминание. Нечто, простите. То есть это сработало? Хорошо, время для второго раунда. Сражайся с тем же самообладанием, что и раньше. Окей. Ой, пацаны, вы все испортили. Ой, вот дурацкая музыка. Ой, началось. Фехтую. Ага. Теперь я снова запишу данные. Аль-Хайтам, ну что там? Купленная вами капсула знаний явно улучшила твои способности. Во второй битве общие данные боевых навыков увеличились на 0,73% по сравнению с первой. Так мало? Это ничто. Проклятие! Эта торгашка Дори подвела нас! 1 миллион моры? Эта штука и 100 тысяч не стоит! Одна из возможных причин такого результата заключается в том, что она уже была очень сильной на момент использования капсулы, поэтому содержащиеся в ней знания вряд ли могли дать значительное увеличение показателей. Зато это испытание позволило мне получить больше информации о вас, и я начинаю верить, что наше сотрудничество может быть выгодным. Я возвращаюсь в Викалу Фундук. Жду новостей через 2 дня. Это Мора, чтобы заплатить Дори за информацию. Заплати столько, сколько она попросит. Окей. Баба. Па-па-па-па-па-па. Мешок от Аль-Хайтама, набитый Морой для покупки информации о местонахождении капсулы знаний Архонта. Окей.
Подождите 2 дня. Сплошная грызня в чатике. Да, Чекмейт, привет. Ответный грызь, аналогичный куси. О, понятно. Так, не грызня, а кусня. Голодный чат. Кто-то повышение начал? Не знаю, грызня. Забавный факт. Тут путешественница получается постоянный баф на атаку. Мизер, конечно, но бонус атаки постоянный. Это правда мне добавили 0,73%? Кстати, реально проблема в Сумиру с этим есть. Тоже пока пустыню чистил, услышал прикольную музыку. Остановился послушать, и там тебе нападают псы какие-то и все портят. Ну, собаки. Паймон так прикольно злится, но я тоже умиляюсь. Так, давайте достижения в конце посмотрим, что может еще тут. Давай сегодня сходим к Дори и спросим ее, где находится капсула знания Архонта. Давай. Знаний. Чкоку. Здравствуйте. Сюда! С возвращением, мои любимые клиенты! Чем я могу быть полезным на этот раз? Капсула знаний или что-то другое? Все что угодно, только скажите, я найду способ это достать. Если у вас есть много блестящей моры, разумеется. Дори, ты правда можешь достать все на свете? Ага, выходит, одних капсул знаний уже недостаточно. Не стесняйтесь, говорите, что у вас на уме. Мы хотим приобрести капсулу знаний Архонта. О, я знала, что такие обеспеченные клиенты, несомненно, ждут чего-то большего, чем обычные капсулы знаний. Знаете, такая информация не будет дешевой. Мне пришлось очень постараться, чтобы проложить себе путь на площадку аукциона, не говоря уже о том, что если кто-нибудь узнает, что я допустила утечку информации, у меня будут большие проблемы. Как мы можем быть уверены в достоверности твоей информации? Ты довольно... занятно, что информация оказалась у тебя именно в тот момент, когда она нам понадобилась. Все ценное на рынке является для меня товаром. Я всегда должна быть в курсе того, что актуально на рынке, чтобы заключать больше сделок. Что касается подлинности информации, я сфотографировала сделку. Таким образом, никто не сможет поставить ее под сомнение. Я покупаю эту информацию. Назови цену. Всегда приятно иметь дело с такими хорошенькими клиентами. Теперь, когда вы заплатили, Я не платил, я сказал, назови цену. Приготовьте услышать шокирующую информацию. Капсула знаний Архонта вчера купил никто иной, как Мизри, лидер Аинь Аль-Ахмара. Аинь Аль-Ахмара? Ахмар? Пустынники, которые поклоняются царю Дешрету? Да, похоже, вы хорошо их знаете. Аинь Аль-Ахмары, господи. Сделали все возможное, чтобы получить капсулу знания Архонта. Они верят, что в ней содержится сила царя Дешрета. Эта капсула знания Архонта не похожа ни на что, виденное мною ранее. От нее исходит ярко-красное свечение. Капсула хорошо видно на фотографии, которую я сделала. Можете посмотреть сами. Спасибо за информацию, Дори. Не стоит благодарности. Мои вчерашние усилия не пропали даром благодаря вам. Мои потенциальные клиенты, не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам понадобится еще хоть что-то еще. Мы выяснили, где находится капсула знания Архонта. Оказывается, она попала в руки Аинь Аль-Ахмара. Давай вернемся и поговорим с Аль-Хайтамом. Не забудьте в следующий раз принести мне много-много блестящей моры в качестве доказательства нашей дружбы. Понял, принял. Дружим за деньги. Все понятно. Так, сейчас чатик почитаю. Так.
Что у вас на уме? Можно ли назвать проигрышем, если выбил Райден? Кстати, надо же покрутить Райден. Можно ли назвать проигрышем, если выбивал Райден, но выбил Цици на второй ак, где просто собираешь персонажей? F тебе чекмейт. Помянем. Без Чичи аккаунт не аккаунт. Да, Чича вообще имба. Соберешь C6, пройдешь игру. Так, коровка чуть-чуть в отбивную не превратилась. Все нормально, все было рассчитано. Аль-Хайтам, у нас есть для тебя информация. Правда? С удовольствием послушаю. Капсула в руках Аин Аль-Ахмара. Та самая бригада, у которой у нас намечена встреча. Дори представила нам доказательства сделки. Взгляни. Снимок очень четкий. Она не только решилась отправиться на торговую площадку пустынников, но и подобралась очень близко. Это требует большого мужества. На этой фотографии действительно изображен Мизри, лидер Аин Аль-Ахмара. В руке он держит уникальную красную капсулу знаний. Она выглядит как капсула знаний Архонта. В таком случае, если все будет сделано правильно, то когда мы встретимся с ними на следующей неделе, то сможем заставить их раскрыть карты. Сначала Пайман не понимала, зачем провоцировать этих парней из Аин Аль-Ахмара, но теперь становится все ясно. Все идет по твоему плану. После победы над ними мы сможем наконец-то поговорить с их лидером и попросить его одолжить нам капсулу знаний Архонта. Спасибо за ваше время и усилия. Отдохните несколько дней, пока я сделаю кое-какие приготовления. Встретимся ровно в 3 часа. В 3 часа полудня в назначенный день. Договорились. До встречи. Давай. День встречи с Аль-Хайтам определенно не торопится. Где он может быть? Вот он! Извините, что заставил вас ждать. Пойдемте на пирс перед Фаросским маяком. Да, идем! Икзо! Икзо. Баба? Я где? Я потерялась. Вот она. Все окей. Ну вот. Теннер, ты какой ранг? Теннер, здравствуйте. Здравствуйте, покемон. Я 55 ранг. Если вы еще здесь. Опять же, у меня же написано: тик не робит. Уходите. Давайте я вот так вот сейчас сделаю. Сейчас, секунду. Я ее поставлю на черное. Вот так. Я беспокоился, что вы можете не сдержать свое слово, но, похоже, я ошибался. Я тоже привел группу поддержки на эту серьезную встречу. Надеюсь, вы не возражаете? Группу поддержки? Разве это не та девчулька из таверны? Ты помогаешь ему, чтобы он помог тебе? Смело. Не буду скрывать. Мы отправим вас на корм рыбам. Хватайте их, парни. Ну, понятно. Пес. Они приближаются! Удачи вам! А потом Пайман будет говорить, что она всех победила. Пацаны. Я даже персонажа менять не буду, я вас всех раскатаю вот так вот. Попкой, бом! Болками! Сюда. Тихо, тихо. Эйч, снимать. Проклятие! Эти прохвосты из Скай Академии! Босс! Наконец-то ты здесь! Большой дядя. Удалось, отлично! Тогда... Ой. Он робот? Босс! Это у него Акаши делает. Ой, он походу вкусил знания чуть-чуть. Его расперло. Дом. Что с тобой? Что с ним случилось?
Не вывез он такую информацию. Нужно прервать связь с Акашей. О, понятно, почему у вас руки не на столе. Все понятно. Можете засунуть чуть под стол. Цель обнаружена. Схватить немедленно. Не надо чинить. Понятно, Аль-Хайтам? Конечно. Я всего лишь хотел помочь. Уведите его. Опа, угнали. Ловкость рук и никакого мошенничества. Мир. Пусть мир забудет меня. Что? Мы это слышали уже. От той девчонки. А? Что только что произошло? Этот здоровяк внезапно потерял рассудок. Похоже, он использовал капсулу знания Архонта. Хочешь сказать, капсула знания Архонта превратила его в это? Кстати, о Хайпасе упоминала. А, ты имеешь в виду, что некоторые исследователи сошли с ума после прикосновения к зданиям Ирминсуля? Я слышал о многочисленных случаях, когда исследователи сходили с ума на стадии Сатьявады. Судя по его состоянию, это похожая ситуация. Эта капсула знания Архонта, похоже, связана с божествами, но совсем не так, как принято считать. Обладание ею не дает божественной мудрости или силы. Вы слышали, что он сказал? Мир забудет меня. Что это может значить? Его слова полностью совпадают с тем, что я слышала тогда с Ирминсуля. Если Матра забрала его, значит Академия вернула себе капсулу знаний. Знания Архонта. Жаль, мы были так близки. Пайман не ожидала, что капсула знания Архонта окажется настолько опасной. Если бы мы попытались открыть ее, кто знает, что бы с нами случилось. При нынешнем положении дел у меня нет причин оставаться в Порт-Ормосе. Можно считать, что наше сотрудничество подошло к концу. Карманы покажи, слышь, собака. Мы были так заняты поисками капсулы знания Архонта, что Пайман забыла спросить тебя кое о чем. Знаешь ли ты, как встретиться с малой властительницей Кусанали? Ты ведь из Академии? Честно говоря, нет. Малая властительница Кусанали существует вне системы управления Сумиру. Как правило, вы и знать не будете, что она существует. Поскольку Академия владеет Акашей, символом божественного знания исследователей не стремятся вступать в контакт с Архонтом. Ох, малая властительница Кусанали окружена тайнами. Я возвращаюсь в Академию. Как насчет вас? Сабзерус не за горами. Пора возвращаться. Мы весь день на ногах. Давай сделаем перерыв и отдохнем. Карманы выверни ему. Я все видел, собака. Ты права, мы возвращаемся в Сумиру. А здесь наши пути расходятся. До свидания. Диана. Пайма, ну загляни ему в трусы. У него там есть такая штука классная. Капсула. Что же мне сделать сначала? Позаботиться об этой вещи или написать отчет руководителю? Ну да. Сквозь дым и что-то не успел. Так, что происходит? Что-то и тут проседает, у меня такая проблема. Та же фигня, это на моей стороне проблемы, чатик. Когда я зависаю, вам нужно обновлять до тех пор, пока трансляция не вернется в нормальное состояние, к сожалению. Ой, чат забыл. Вот. Мне так не починили сегодня интернет. Проверяйте капсулы, прежде чем их в себя втыкать. Руки все еще на хайтаме, понял? Нечего вставлять, что попало, правильно. Цаца-цаца и в карман, да. Тенра, привет, Покемон, привет. Куку, красавчик, Кука, здравствуйте.
А собака верная просто хитрит. А в трусы... В трусы кекс Хайтаму одобряем и не осуждаем. Понял, одобряю, понял. Верните чатик на родину. Вернули на родину. Так, ну что, во-первых, по идее у нас мы уже вот здесь вот тут все. Теперь, вот здесь у нас что это? Ага. Что у нас дальше? Отправляйтесь в город Сумеру. А мы где? Я и забыл, что мы не в Сумеру. Я забыл, что мы ушли. Я уже как-то привык, что это Сумеру. Пролог в Сумеру прошли. Отлично. Мы же не пропустили Сабзерус. Давай-ка найдем Дуньерзаду. Паймон думает, что она должна быть рядом с Большим базаром, раз она там показывала его окрестности. Нам показывала. Субтитры большие стараюсь читать быстрее, чтобы не упустить, потому что они очень быстро исчезают. Табаба. Это же внизу было, да? Да. А крутку забрать? Какую крутку? Найдите Дуньерзаду. Сабзерус вот-вот настанет. Согласно уговору, вы возвращаетесь в город Сумеру, чтобы разыскать Дуньерзаду и вместе подготовиться к празднику. Почему здесь горит штучка? В книжке? Давно я не нажимал тут. Кстати, у нас же этот... Ой, бай. У нас же этот самый... У меня вот здесь, оказывается, 7 круток. Давайте покрутим. Давайте отдохнем чуть-чуть. Чуть-чуть отдохнем. Я вас даже включу. Чтобы мы с вами сейчас чуть-чуть посидели. Вот это все. Где она? Вот это. Вот. Вот. Цици, приди, спасибо. Эпос о драконоборцах. Покемон говорит: Тенра, я по вам так скучала. Так я здесь, здравствуй, покемончик. Меч драконьей крови. Анамика говорит: никаких цици. Вот. Лук ворона. Щух. Джилтошек говорит: цици домой. И Епли говорит: это стандарт, все равно ловить нечего. Холодное лезвие. А разве там не могут? Там же не только вот эти 3 персонажа, там же есть еще там... Та же Дехия вроде со стандарта падает. Там много должно быть вкусных персонажей, нет? Покемон говорит: Чичи, залетай домой. Да какой? Криптонокс Изумрудный говорит: шар. Ня плюс человый кусь. Спасибо. Тебе тоже кусь. Во. Что-то прилетело. О, Диона. Здрасте. Ну да, точно не только вот эти падают. Чакмейт говорит: на Холодное сегодня лезвие. хватит чич. Да, вон у человека травма. Даньяр Шеймарданов говорит: давай сосиску делюка. Не хочу. Эндрюс говорит: как это нечего. Оттуда коршун, тигнарь падают, мизуки. Ну вот. Епли Вы говорит: чё? делюк, джин, Экономили? тигнарь Мона и новое из Инадзумы. Ну тем Анамика более. говорит: вот и барменша подъехала. Да, изумрудный шар. Но она у меня Покемон была. говорит: ну почти чича. Кар Лайф говорит: Мидзуки или Мизуки. Мизуки. Эпос о драконоборцах. Мизу. От слова вода. Мизу. Поехали. Криптонокс говорит: никакой цици злится. Да, туда их. Предвестник зари. Последняя кружечка на сегодня. И ничего. Ничего нам Геншин не дал, потому что он пес. Лук ворона. Эндрюс говорит: Чича уничтожит Тейват. Идисит Громелей. Миря говорит: а кого мы крутим сегодня? Райден. Кого же еще? У меня Райден нету. Епли говорит: если Цици придет в этом баннере, то по Терверу меньше шансов на то, что она в ивенте появится. Ой, хорошо. Покемон говорит: Как спуститься Геншин вниз? просто недовалка.
Вот. Гипли говорит, Такой он, да. ну или я надеюсь на это. Я понял. Миря говорит, опять электроженщина. Ну, она классная. Эндрюс говорит, ой, я наконец собрал 6 Арарона. Арарарон. Арарарон. Криптонокс Чко-ко-чко-ко. говорит, не думаю, Спустись. что тебе Райден выпадет. В смысле? Уходи, не говори такие вещи. С ума сошла. Вот же она, Дунерзада! Мы вернулись! Путешественница и малышка Пайман, как всегда, верны своему слову. Как хорошо, что вы успели вернуться до начала праздника дня рождения малой властительницы Кусанали. Кажется, мы вовремя. Все-таки это важный день. Да-да, праздник уже завтра. Мы так долго готовились, я немного нервничаю. Не о чем волноваться. Пайман уверена, малая властительница Кусанали почувствует, как все ее любят. Что ж, спасибо тебе, Пайман. Я надеюсь, что все гости Сабзеруза тоже прекрасно проведут время. Кстати, а вы побывали в Порт-Ормасе? Что-нибудь там узнали? Побывали еще как. Там столько всего произошло. К сожалению, мы ничего не узнали о малой властительнице Кусанали. Загадок только прибавилось. Понятно. Даже немного завидую вашим увлекательным приключениям. Если бы у меня была бы возможность, я бы тоже хотела. Госпожа, если вы решите посетить Порт-Ормас с вашим-то здоровьем, то это столько хлопот мне прибавит. Дехия! Ты подслушиваешь? Эй, это называется незримая защита. Следи за тем, что происходит вокруг работодателя. Следить за тем, что происходит вокруг работодателя, часть моих обязанностей. Будет тебе, Дехия. Ты же сказала, я бы тоже хотела, но прекрасно знаю, что мне это не по зубам. Праздник уже завтра, а я тебя уже так утомила. Дехия, ты отдохни немного, со мной все будет в порядке. Хоть вы, госпожа Дунерзада, так говорите, но все-таки это неправильно. Не переживай, мой рыцарь-хранитель. Ладно, но только сегодня вечером. Завтра важный день, и немало подлецов захотят этим воспользоваться. Глаза такие классные. А вы наверняка устали с дороги. Прошу прощения, что не заметила этого раньше. Я приготовила вам комнату для отдыха. Идите за мной. О, какая же ты хорошая! Пайман уже идет, уже идет! 100 свежих роз приносит утро. А как же миллион роз из окна? Куда? Кого? Зачем? Как? Пути? Вроде правильно. Угу. Мы на улице будем спать? Нет. Отсюда рукой подай до моего жилища. О, неплохо! Извини за беспокойство, Дунерзада. Это ничего. Вы только расскажите мне побольше о своих приключениях, когда выпадет такая возможность. В этом Пайман мастер. Пайман тебе в следующий раз столько историй расскажет. Какие у тебя планы на завтра? Если вы не против, может, прогуляемся вместе? Ведь все мои друзья будут заняты на фестивале, а Дехия все настаивает на своей этой незримой защите. Просто это не так просто расслабиться и наслаждаться фестивалем, когда Дехия постоянно стоит за душой, верно? Мы с тобой погуляем, а с тобой будет легче получить информацию. Тогда встретимся утром на базаре поблизости. Хорошей вам ночи. Договорились! Спокойной ночи, Дунерзада! Боюсь, я так взволнована, что не смогу заснуть. До завтра. Пайман так ждет Сабзеруза. Там же будут вкусняшки, да? Нет. Так не пойдет. Если Пайман будет думать о еде, то не сможет заснуть, а нам нужно лечь пораньше. Пойдем внутрь, путешественница.
Мы все проспали. ちょっと寝坊しちゃった Так, можно かな。 купить? ドニアザードとボー Пойдем скорее к Дунирзаде. Она, знаете, так говорила клишейные фразы, как будто она умрет. А в аниме, ну, чаще в аниме, там, в фильмах делают, что «Ой, я бы хотела электрополя». Хотя нет, жива. 旅人 Путешественница, Пайман, а вот и вы. Доброе утро, Дунирзада. Кажется, мы немного проспали. 寝 Хи-хи. 坊そんなことないわ。 Да нет, это я слишком рано пришла. Наконец-то этот день настал. И каждое мгновение на вес золота. ドニアザードは Вы столько всего сделали ради этого дня. Тебе нужно взбодриться и получить море удовольствия. そうね。 Именно так. Правда, вчера я так и не смогла уснуть. Надеюсь, мое здоровье не подведет меня. Прекрати говорить о здоровье, ты точно умрешь. Прекрати, мать. じゃあ行きましょうか。 Так, мы идем. Сначала пройдемся по лавочкам с этой стороны. Ну, хотя это Геншин, тут вряд ли кто-то может умереть. Многие торговцы пришли специально, чтобы поддержать Сабзерус, и настояли на том, чтобы мы сами покрывать все расходы. Давайте их навестим. Они за все заплатили из своих карманов. Кажется, не у всех торговцев только море на уме. Они все в один голос сказали, что это редкая возможность отпраздновать день рождения малой властительницы Кусанали, а атмосфера блам-блам. Неважно. А вот тут продаются блюда для пира Хафтмева. Ого! А вы сразу поняли, а я думал, что сейчас об этом уже никто не знает. キノコ Грибы, цветы, фрукты, сплошные растения. Пайман даже немного взгрустнулась. はないのか。で、 А что это за пир Хафтмева? 家臣探査の伝統行事。 А это один из старых обычаев Сабзеруза. На стол ставили 7 видов блюд. Обычно это были грибы, рукхашева, рукхашава, лотосы, нилатпала, сумерские розы, закатники, кальпалапты, фрукты хара и персики зейтун. Выходит, Сабзерус вегетарианский праздник? Да нет же, это не значит, что тебе нельзя есть мясо. Просто эти 7 блюд символизируют 7 добродетелей божеств Дендра Архонта. Погоди-ка, раз вегетарианские блюда символизируют Дендра Архонта, тогда на празднике в честь пира Архонта будет жареная курочка, сочные фрикадельки и стейки. Путешественница, нам срочно нужно в Натлан. Согласен, на самом деле. Надеюсь, твое желание исполнится, Пайман. Спасибо. Ладно, давай посмотрим, что в других лавочках. Давай. Уважаемые посетители, не хотите ли попробовать алхимическое гадание? Алхимическое гадание? Какое странное сочетание. Правда? Мне вот так сначала... Вот, мне тоже так сначала показалось. Говорят, это таинственное ремесло придумала сама малая властительница Кусанали. А как это работает? Все очень просто. Посетителям нужно дать 2 любых алхимических реагента из своих карманов, а я случайным образом проведу трансмутацию. ずいぶん適当だね。 Очень уж много случайностей. Это же верный способ потерпеть неудачу. Нам не нужна удача. Гадать мы будем на том, что остается после трансмутации. Что-то мне не верится. Все это гадание чистая случайность. Ну, по мнению малой властительницы Кусанали, все в мире взаимосвязано. И во всем можно увидеть свою судьбу. Это жемчужина древней мудрости. Из уст Дуньярзады это звучит как куда убедительнее. Вы уже сговорились, да? Какое глубокое изречение. Вы, госпожа, много знаете. Не желаете попробовать? Ладно, давай попробуем. Так, что мы ему отдадим? Ему надо отдать 2 любых реагента. Что я чувствую? Что я хочу отдать ему? Ничего я хочу отдать, а что бы я дал?
грибы. Кстати, я не знал, что это они, но они выглядят прикольно. И я дам ему жемчужина Сангу. Хотя было бы логично дать то, что является частью праздника. Сейчас. Цисинь. Трава. Светяшка. Я бы дал траву-светяшку. Вот. Лотос. Бум. Гриб и лотос красиво выглядят. Они еще и контрастные. Ну, холодный цвет и теплый цвет. Гадай, собака. Чтоб хорошо нагадал. Что ж, минуточку. Это луна. Халявная? Всему чатику? Отправляй. Дайте Пайман посмотреть. Пайман видит надкушенный пирог. Луна обычно означает... Погодите-ка. Чё-то маты. Руки на стол, алё, что ты там делаешь? Он в книгу подглядывает, что ли? Вспомнил. Луна означает иллюзорность и обман. Иллюзорность и обман. Звучит зловеще. Но в книге говорится, что если вы доверитесь своей интуиции и преодолеете страх в своем сердце, солнце обязательно взойдет на небосклоне. Но он уже даже не скрывает, что подглядывал в книгу. Судьба являет лишь знамение, и только вы выбираете настоящую развязку. Спасибо большое, я это запомню. Да не за что, я сам еще только учусь. Все это очень увлекательно, но пойдем в следующий ларек. Давай. Говорят, давным-давно Сабзерус был очень оживленным. По городу проезжал огромный цветочный экипаж, люди возлагали на него цветы, сладости, вино, и повозка направлялась в порт Ормос. У тебя, Дуньярзада, глаза прям сияют. Где? Хотела бы я на это посмотреть, но я верю, что танец богини цветов в исполнении Нилу будет ничуть не хуже. О, какой усатый дядька. Фарис! Внимание! Солдаты, стройся! И будут вам сладости кавбих в награду. Хоп! Шо? Какая страшная шапка у этого странного человека! Эй! Это же Дуньярзада! Дуньярзада, тебя детишки любят больше, чем сладости. Кавбих. За несколько дней ты готовила... За несколько дней, что ты готовила фестиваль, дети успели полюбить тебя всей душой. Священный рыцарь цветов, вам известно мое имя. Какая честь для меня. Внимание! От имени рыцаря цветов Фариса я благодарю вас за вклад в великий праздник Сабзерус. Ну что ж, маленькие воины, забирайте свои награды, сладости кавбих, и храните их в сердцах. И храните в сердцах верность малой властительницы Кусанали. Разойдись! Есть! Рыцарь Фарис! Что здесь происходит? Рыцарь цветов Фарис — это символ Сабзеруса. Когда-то человек, играющий Фарисом, восседал на цветочном экипаже. Все детишки были в восторге. Благодаря помощи госпожи Дуньярзады у детей останутся замечательные воспоминания. И тебе спасибо, Вихар. Не о чем говорить. Кстати, а не хотите ли вы сладости кавбих? Это изюминка фестиваля. Перед вами несколько коробок. Выбирайте ту, что вам по душе. Чувство, что у него усы не настоящие. Усы сбрей, алё. Какую же выбрать? Они тут все вроде бы одинаковые. В этом-то все веселье, в коробках сладости со случайными вкусами. Что вам попадется, решает судьба. И со вкусом фиалковой дыни, фрукта хара и закатника. О, как здорово! А еще и со вкусом хвоста ящерицы, и они как будто, напомню, это жуки.
Ой! А это что еще за вкусы такие? Они как будто слегка острее, чем хвосты ящериц. Дуньярзада, так ты уже пробовала? Пусть путешественница выбирает. Пайман хочет с закатником. Не знаю, угадаю ли, только потом без обид. Пайман тебе доверяет. Я тоже доверяю твоей интуиции. Итак, тут 5 коробок, слева направо, от 1 до 5. Какой номер ты выбираешь? А мне не показали коробки. 5 хочу. Она коричневая. А не может ли быть... Так, спойлеры, банан. Сразу, пожалуйста, господа администраторы, если кто-то спойлерит, вы их на 10 секунд мутьте, чтобы у меня с чата это пропадало. Я потом могу нажать на кнопку, и у меня покажется, но сейчас, если это для меня спойлер, вы их баньте на 10 секунд. Ну, точнее, мутьте на 10 секунд, и это будет пропадать. Люди, которые пишут спойлеры, во-первых, не спойлерите, а во-вторых, не обижайтесь. Ну, то, что комментарии скроются. Я их потом посмотрю. Давайте возьмем коричневую. Все-таки Пайман, да? Даем. Внимание, увы, это Анькабута. Пайман думала, что раз уж ты пошла столько великих сражений, значит, в тебе удачи тебе не занимать. А вот оно как вышло. Сладости со вкусом закатника было в 4-й коробке. Но ведь на празднике важнее всего настроение. Поэтому возьмите себе обе коробки. Я не понял, а тут можно было узнать, типа, какую? Ну, типа, выбрать другую, и все хорошо будет. Правда можно? Спасибо тебе, рыцарь сладостей. Я рыцарь цветов, а не сладостей. Пайман поразила рыцаря цветов без экипажа в самое сердце. Да, это же почти одно и то же. Ладно, сладости мы получили, пора нам к другому ларьку. Ах да, я кое-что забыла забрать. Раз уж вы тут, сходите со мной. Конечно. Дуньярзада, ты так волнуешься из-за Сабзеруса, что все позабыла. Неловко вышло, извините. Баба. Врум-врум. Вот тут, кстати, на мотике надо кататься. Этой. Вы поняли. Дрифтить. Мы опоздали. Ну, кто знал, что госпожа ранняя пташка? Да, эй, босс. Вон там не она? Эй, правда она? Вот повезло так повезло. Рыбка плывет прямиком к нам в нашей сити. Пацаны, вы попутали. Это же пустынники. Кажется, они что-то замышляют. А вы кто такие? Ни за что не поверю, что вас наняла моя семья Хамаяни. Ха, что верно, то верно. Семья Хамаяни денег нам пока не давала. Но сколько она заплатит за тебя? Так они затеяли похищение. Путешественница, защити Дуньярзаду. Не волнуйся, пришло время для профессионала. А вам не приходило в голову, что ваша коллега, причем вам не ровня, уже работает на Хамаяне? Дехья пламенная гривя? Теперь понятно, почему среди наемников от тебя ни слуху, ни духу. Значит, гриву-то тебе укоротили. Не надо так грубо. Дехья просто оказала нашей семье любезность из добрых чувств. Не волнуйся, госпожа Дуньярзада. Наемники любят позубоскалить. Один удар и будет видно, чего на самом деле стоят эти бешеные собаки. У тебя поди... Что? Поди и колготочки заржавели. Поди и коготочки, простите. Поди и коготочки заржавели. Брось напрасно... Что понапрасну хвастаться. Путешественница, уйди-ка отсюда госпожу Дуньярзаду в безопасное место. Нет, мы останемся. Вон их сколько. Так, здесь будет слишком опасно. Дехию волнует только безопасность госпожи.
Ну, раз так, то ладно. ティシア Будь осторожна, Дехи. これが私の仕 Вы 事 обо です мне не беспокойтесь, а о себе. Моя работа — это моя работа. Я их размажу и вернусь к вам. Шо? Бежать? Бить? Что? Куда? Шо? А, мы возвращаемся к Дехи? Или что? Мы спасаемся? Мы бежим? Живи, мать! Живи, дыши! Дуньязада, ты в порядке? Ты выглядишь обессиленной. Ты испугалась? 大丈夫 Ничего, ちょっと激しく просто 動きすぎただけよ переутомилась. Со мной всегда いつもの так. こと本当に Точно ничего. しばらく Я 休 чуть めば大丈 передохну, 夫 и よ все пройдет. それ Я よりも больше переживаю за リサのこと Дехию. が心配 Ведь だ все это из-за моей прихоти. 私のわがままが Успокойся, она очень сильная. Она защитит тебя, потому что согласна с тобой. そうだ Да, не переживай. Кто это? Так. お嬢様 Госпожа путешественница. ここにい Вот た вы のです где. ね Госпожа путешественница, вот вы где. Дехия, ты так быстро с ними справилась? 周りに共犯者は Здесь их нет. もしくは Никто за вами не つけられ следил? なかったか Я проверила. Никого. ティシア Дехия, あなたの твоя 手が рука. あ А, あこれでした да ら это 大 просто 丈夫です царапина. た В だ обычное かすり傷 время です они から бы и задеть меня не смогли. 普段なら Но あんな сейчас 連中の я 攻 пока 撃を еще не 食らわない привыкла の к ですが своему новому двуручнику. 新しい体よく見せて Дай-ка я посмотрю. いえ Да будет вам. Говорю же, Говорю же, что ничего страшного. Мы наемники не такие уж и хрупкие. それに Новый 新 меч, しい говоришь? 体験って А что с твоим старым? お А, ну это Мора у меня закончилась. ちょっと Пришлось продать его. 売っちゃったんです Бывает такое. Так も значит, しかして вот откуда анонимное пожертвование для подготовки места проведения あの出 фестиваля. 所不明 いや Эй, あ госпожа Дуньерзада, я не хотел довести вас до слез. ま Вы же не отберете мое пожертвование. さか雇用主を Жалование за то, 減給なんて за то, что ことは я ありません заставила よね работодательницу плакать. 雇い主 Ну を и 泣かせ ладно. たところで За слезы я жалования не 給料 отберу. は減らないわ Но よ подумаю насчет самовольной продажи снаряжения и получения 無駄ねやっ травмы. ぱり Госпожа, ну что ж вы такое お говорите? 嬢本当にありが Я とう очень тебе благодарна, Дехи. お Но не надо меня そんなこ смущать. と言わないでください ドニアザード Дуньерзада, тебе опять нехорошо. お嬢様 Госпожа, まさかこの ваше 間 состояние. Путешественница, прошу, отведи ее отдохнуть, а я осмотрю окрестности. Не 私 засели は ли 待ち伏せをし где-нибудь, ている共犯者がいないか не засели 少 ли し周囲を где 見 мои てくれ дружки? Я справлюсь с этим. みんな Я 迷 искренне 惑かけてごめ прошу んね прощения за беспокойство. Ну, окей. Что? Что я сделал? Ой. Так. Тебе лучше, Дуньерзада? ええ Намного. Я отдохнула, и мне も полегчало. うしばらくここ У で Дехи 休めば было такое лицо, 大丈夫 когда さ она говорила о твоем состоянии. Ты тяжело больна? 私の病気を心 Вы 配して так く обо れ мне るの беспокоитесь. Мне неловко скрывать от вас свою болезнь. 実は私 Вообще-то, у меня от рождения 生まれつき Элизар, и теперь болезнь в последней стадии. しかも Элизар? マリン Даже не верится! あら А, кажется, вы слышали о такой болезни. Поэтому понимаете, насколько она それがど серьезная. れほど現在 Пока в Сумеру лекарства еще не изобрели, この病気を完治させることはできない экологическая терапия может 自然 лишь 療法で замедлить 成 болезнь. 功 Дуньерзада, そんなに悲し не まないで надо так сокрушаться. 私 Я は всю ずっ жизнь と прожила с それを Элизаром и 覚悟 давно し уже て生きてきたん привыкла. だからただ Я страдаю от него Я страдаю не от самого Элиазара, а от того, как он влияет на мою жизнь. 家族は Я знаю, что мои родные любят меня. Они стараются создать все условия, чтобы продлить мою жизнь. もっと Но 長生きでき кажется, るようにと но также я знаю, 環境を этот 整える день ことに最善を настанет. 尽くしてくれていたのね Знаешь, до моего побега мир за пределами моего дома даже не догадывался о моем существовании. С самого раннего детства я лишь сидела на кровати, безучастно смотря на мир за окном.
Скорее всего, мой побег встревожил и разочаровал моих близких. Но я ни о чем не жалею. Я хотела увидеть людей. Для меня каждая встреча — нечто безмерно прекрасное. Я уже не говорю о том чудесном времени, когда мы готовились к Сабзерозу, улыбки на лицах людей, которые пришли на праздник. А еще люди, такие как Дехи. Когда наступит тот самый день, мне уже не будет так грустно. По крайней мере, теперь куда больше людей будут помнить, что я существовала в этом мире, правда же? Я тебя никогда не забуду, у тебя еще многое впереди. Если ты не забудешь Паймон, то и Паймон тебя не забудет. Ой, не так. Даже если ты забудешь Паймон, Паймон все равно будет тебя помнить. Спасибо вам большое. Простите меня за такие унылые речи. Это совсем на меня не похоже. На самом деле, своей смелостью я обязана малой властительнице Кусанали. Без ее поддержки я бы никогда не решилась на этот шаг. Нет, это все ты сама смогла противостоять болезни. У меня уже плывет текст. У тебя хватило силы не сдаваться. Спасибо. В жизни всегда есть место разочарованиям. Но я знаю, что смысл существования не в сожалениях, верно? Именно. Ой да, уже пора. Что? Куда пора? Танец Сабзерус вот-вот начнется, а этой части праздника я ждала больше всего. Нилу своим грациозным танцем воссоздаст мифическую сцену, и Сабзерус завершится аплодисментами и благословениями. И тогда мое желание... Так чего же мы ждем? Скорее к сцене! Да, мы еще успеем. Баба. Как будто бы отсюда быстрее. Пойдемте. Баба. Так, можно я попью? Но есть закон, который запрещает устраивать подобного рода выступления без предварительного одобрения. Разве вы не знали? Там кто-то кричит на Нилу. Кажется, это великий мудрец из Академии. Что он тут делает? Но ведь танец Сабзерус — неотъемлемая часть праздника. А если его не будет... Сабзерус, закон запрещает проводить масштабные праздники в частном порядке. Право проведения есть только у Академии. А если ты продолжишь в подобном духе, то нам придется провести расследование в отношении всех организаторов. Великий мудрец и так проявил снисходительность, и я советую тебе знать меру. Но как же так? Эта академия должна была проводить Сабзерус, и только они виноваты в том, что столько лет пренебрегали своим долгом. Мне нужно с ними поговорить. Не ввязывайся, это последнее слово все равно останется за ними. Если на них сильно напирать, это может обернуться неприятностями. С этим сложно смириться, но ты верно говоришь. Мы так только усложним ситуацию. Можно я кушку открою? Искусство, танцы. Разве не стыдно заниматься такими легкомысленными и суетными вещами в стране интеллекта и разума? Для всех ученых, что ищут истину, подлинность и правду, Архон создала прекраснейший город Сумеру, а люди, подобные вам, желают осквернить его. Нет, я уверена, что Архон никогда не отворачивался от искусства, ведь даже богиня цветов посвятила ей танец. Ты недостаточно просвещена, чтобы вступать со мной в дискуссию, и сейчас тебе следует попросить кого-то забрать эту оскорбляющую взор конструкцию. Разобрать. Когда вернемся, вели секретарю подготовить указ, запрещающий публичные представления до следующего дня
Жана Гарбхи. Об этом будет объявлено чуть позже через Акашу. Да, я извещу, как вернусь. Сабзерус, празднуйте рождение своей богини сколько угодно. Нилу, ты в порядке? Ох, Дуньярзада, ты же видела, да? Великий мудрец приказал отменить выступление. Да. Я могу выставить там, где нас не найдут мудрецы из Академии. Но как же мы известим зрителей? И как же атмосфера и декорации? Или лучше нам найти кого-то, кто помешает им прервать наше выступление? Оф, нет, не пойдет. Они же угрожали наказать организаторов. И если все всплывет... Ничего страшного, Нилу, не переживай так. Но Дуньярзада, ты ведь также ждала этого танца. Я знаю, как для тебя он важен, как важен для тебя Сабзерус. И я не хочу, чтобы ты о чем-то сожалела. Это ничего. Мне достаточно того, что ты так обо мне заботишься. Рискованно продолжать Сабзерус сейчас. Я не хочу, чтобы у вас были проблемы. Ладно, но ведь ты сможешь на следующий Сабзерус снова сбежать из дома? В следующий раз у нас точно все получится. В следующий раз. Да, договорились. В следующий раз у нас все получится. Да, она точно не выживет. Пайман не думала, что все так обернется. Эти бессердечные старикашки. Мы что-то можем сделать? Может, попробуем придумать что-то другое? Не нужно. Тут уже ничего не поделаешь. Однако, я бы соврала, сказав, что я ни о чем не жалею. Мне бы очень хотелось увидеть танец Нилу. К сожалению, Сабзерус был внезапно прерван. Сегодня столько всего случилось. Жаль, что все так закончилось. Нилу и Дуньярзада договорились, что на следующий год все будет отлично, но у Дуньярзады мало времени. Думаю, Дуньярзада сама это знает. Это огорчение уже никак не развеять. Да. Бип. Все соединения надежно закреплены. Создана высокостабильная архитектура. Стартует ключевая фаза проекта. Начинается подача энергии из источника. Теперь мы опоздаем. Почему? Потому что кто-то не хотел расставаться с подушкой. Нам нужно бежать к Дуньярзаде. Доброе утро, Дуньярзада! Извини, мы опоздали. Да нет, это слишком... Ты такая-то уставшая, плохо спала? Все в порядке, не волнуйся, идем. Сначала пройдемся по лавочке с этой стороны. Ладно, Тенра, ты... Ой, путешественница, ты чего застыла? Пойдем. Мы застряли вне сурка? Алло. О, там еду продают. Скорей, давайте посмотрим. Алло. Это ж было. Он так прикольно шагает, кстати. Припрыжку. Амал. Не он? Он? А тут продается блюдо из пира Хафт Амева. Вы весьма осведомлены, госпожа. А я думал, что сейчас уже об этом почти никто не знает. Да, день сурка. Сплошные растения. Пайман даже немного взгрустнулась. Кстати, а что за пир Хафт Мева? А это один из обычаев Сабзеруса. На стол ставили 7 видов блюд, символизирующие 7 добродетелей Дендры Архонта. Погодите, все кажется таким знакомым.
в пепле мы можем разглядеть форму Луны. そうか。 Правда? А вот Пайман кажется, что это что-то съедобное. Она в прошлый раз рассказала про пирог. Луна означает... я позабыл, погодите-ка. Чё томатик? こいつ。 Он в книгу подглядывает, что ли? Да-да, Луна означает иллюзорность и обман. Но если вы доверите своей интуиции и преодолеете свой страх в своем сердце, солнце обязательно взойдет на небосклоне. Кажется, мы уже такое уже слышали. Это дежавю, да? そう。 Ясно. Спасибо, я буду иметь в виду. Не за что. Я сам еще только учусь. なかなか面白い。 Все это очень увлекательно, но пойдемте в следующий ларек. Беда. Куда теперь? Туда, за сладостями. Это я знаю. Я потом буду предугадывать вообще все действия, пацаны. Вот сюда. Кстати, у меня сломалась ходьба. Прикольно, если ее обогнать, ходьба ломается. Как я сломал ходьбу? Ладно. Фарис! Фарис! Ну что ж, маленькие солдаты, забирайте свою награду, сладости, ковбих, и храните в сердцах верность малой властительницы Кусанали. Разойдись! Есть, рыцарь Фарис! Что это, представление? 花の騎士ファーリス О, は рыцарь цветов Фарис. Это символ Сабзеруза. От него все детишки в восторге. Если бы не помощь Дуниарзады, дети бы не увидели рыцаря цветов. Кстати, а не хотите ли сладости ковбих? У меня тут несколько коробок. Выберите ту, что вам по душе. 選んで。 А как выбирать? Они же одинаковые. В этом-то и загвоздка. В коробках конфеты со случайным вкусом. В выборе вы полагаетесь на судьбу. То есть со вкусом фиалковой дыни, фрукта хара и закатника. Ой, как интересно! А еще и со вкусом хвоста ящерицы, а не кабута. Ой, а такие-то вкусы зачем? У путешественница выбери ты. Паймон хочет с закатником. Итак, тут 5 коробок, слева направо, от 1 до 5. Какой номер ты выбираешь? Теперь понятно, 4. Я выбираю номер 4. В прошлый раз там был закатник. Ого, прекрасный выбор! 4-я коробка как раз с закатником. Ха-ха, Паймон так и знала, тебе удачи не занимать. Кажется, дело не в удаче, да. Кажется так. А почему-то я знал, что это 4-й номер. А? Как же так? Вкус это случайный? ランダムなんだから。 Почему я не могу избавиться от дежавю? Какое странное чувство. 飛び人 Может быть, мы мало спали? Или наоборот, очень 眠れ много? なかったんじゃないか。それか Извини, Дуниарзада, я тебя ненадолго оставлю. Да, 私のこ конечно. となら気にしないで。 А, ты куда? Ты просто так уйдешь? Мы пойдем бить лица. Вкус дежавю, вкусненько. Не понял. Не понял. Не понял. Алло. Дежавю, говоришь? Паймон знает, что это такое. Это когда кажется, что это уже с тобой происходило. Вот и Паймон сегодня тоже что-то такое почувствовала. Но ведь нам только так кажется, да? Зачем тебе вдруг сюда срочно понадобилось? Хочу сделать то, что обычно не делаю. Хочу попробовать избавиться от дежавю. Вот оно что. Ты нарочно хочешь сделать то, что-то необычное, и проверить, осталось ли дежавю. Приветствую вас. Зашли перекусить. Что желаете сегодня? Угольную лепешку от Жиленах. Будет сделано. Вы сегодня вы явно не местные, но вкус у вас отменный. Я передам ваш заказ на кухню. Угольная лепешка от Жиленах? Это же такая черная и невкусная, да? Паймон поняла. Что ты задумала? Обычно ты бы ни за что ее не заказала. Сейчас перепутают заказ. Классика в таких моментах.
Я же говорил. これ Ты правда собираешься это есть? А, это лепешка? Серьезно? いくらなんでも Это как-то これは слишком... ちょっと Приступим. Это же не лепешка. 味はどう Ну как? Да у тебя же на лице было написано, что она отвратительная. Да нет, вкус очень даже ничего. という Неужели? Этот вкус. Я точно уже ела эту лепешку. Невозможно. Мы же всегда считали ее гадкой. У тебя вкусовые дежавю, да? Я никак не могу от него избавиться. Кажется, я уже пробовала. Пайман тоже кажется, что мы бывали в этом ресторане много раз. Хотя завсегдатами этого места нас не назовешь. А давай выйдем и попробуем что-то другое. Непонятно. Алло. Опа, ну чё? Эй, на той скамейке сидит Дуньярзада. А, в итоге то же самое будет, да? Подожди, она запыханная сама убежала? Мы кинули ее? Дуньярзада, вот так встреча, а почему ты тут сидишь одна? Я столкнулась с похитителями, но Дехи спасла меня. Но потом мне стало дурно, и я присела отдохнуть. Похитители? Святые архонты! Тебя не ранили? Я в порядке, но Дехия поцарапала руку. Но это ерунда. Ох, вот и хорошо. Но, Дуньярзада, ты сегодня выглядишь подавленной. А ведь ты с таким нетерпением ждала Сабзерус. Да нет, я всегда такая. Просто физические нагрузки и переживания усугубляют мою болезнь. Кроме того, каким бы особенным бы ни был сегодняшний день, это все равно лишь один день. Еще немного таких дней, и мое время закончится. Пайман не понимает, о чем ты, но Пайман чувствует, что сейчас ты очень расстроена. Извини, что мы тебя оставили. Ничего, все в порядке. А со мной происходит что-то странное, ты ничего странного не заметила? Что? А что случилось? Дуньярзада, а у тебя никогда не было чувства дежавю? Как будто это все уже происходило. Дежавю? Нет, мои дни похожи один на другой, как две капли воды. Даже если со мной случилось дежавю, я этого просто не заметила. Вот как. Неужели такое только у меня и у путешественницы? Нам пора. Что? Куда пора? Пойдемте, скоро Нил начнет танец Сабзерус. Ну, теперь она какая-то более грустная. Шо? Угу. Ты недостаточно просвещена, чтобы вступать со мной в дискуссию. И тебе сейчас тебе следует попросить кого-то разобрать эту оскорбляющую взор конструкцию. Когда вернемся, вели секретарю подготовить указ, запрещающий публичные представления до следующего дня Джхагарбхи. Об этом будет объявлено позже через Акашу. Да, я извещу, как вернусь. Сабзерус, празднуйте рождение своей богини сколько угодно. А я смогу это и все исправить? Чтобы, типа, танец был, у нее все было хорошо. Наверное, смогу. Нилу, ты в порядке? Дуньярзада, великий мудрец приказал отменить выступление. Что ж, ничего не попишешь. Но тут, кстати, фразы сейчас немножко другие.
Но ты же так этого ждала. Я не хочу, чтобы ты сожалела. 確かに残念だけど Мне и правда жалко, но я не хочу навлечь на всех неприятности. Великий мудрец сказал, что они могут наказать организаторов, верно? そうだけど Знаешь, в следующий раз у нас точно Вот немножко фразы другие. パシンタン次 В следующий раз 私には наверняка меня уже не その будет. 機会はないかも Да, она прям депрессивная. Потому что мы ее оставили? Ты что-то сказала? Нет, ничего. Я пойду отдыхать. 私 Спасибо 今日 всем はもう вам. 休むわねあの賢者たち У Пайман в голове не укладывается, что эти бессердечные старикашки. をするなんて А мне жаль, почему-то я этого ожидала. あれ О, Дуньярзада уже ушла? Тогда и мы пойдем отдыхать. Ага. К сожалению, сабтайтлер был внезапно прерван. 結局騎士官についてはまだ Значит, так и ничего не понятно с этим дежавю. もしかして Может, мы просто 疲れ устали? てるだけなんじゃ Как будто туман в голове. Я не так много размышляла, но голова почему-то такая тяжелая. 実はオイラも同 У じ Пайман 感じがする тоже... んだ Кстати, когда мы проснулись, у нас все было в тумане, реально. 考えるのやめてたぜ Поэтому после обеда Пайман перестала думать. 疲れて幻覚 Давай тогда ляжем спать и притворимся, что нам от усталости померещилось, а завтра... また明日考え Опа, ну чё, белка? А завтра что-нибудь придумаем. Бип. Наблюдается умеренное снижение выработки энергии джиньяны, но значение по-прежнему остается в пределах нормальных параметров. Продолжайте отслеживать отклонения в данных и как можно скорее выясните причину. Но тот дядька. О, Пайман так много съела. Почему же чувствует себя такой усталой? Так много спала. Почему же чувствует себя такой усталой? Вот это дымит штука, нет? Может быть, ее запах усиливает наш коннект, там все дела? Ну ничего, пойдем в Дуньярзаде. Угу. А, баба? Подожди. А, все правильно. Тихо, тихо. Я куда-то улетел. Доброе утро, Дуньярзада. Извини, мы задержались. そんなことないわ Да нет, это я слишком рано пришла. У тебя голос какой-то уставший. Ты плохо спала? みたいだうん Я в порядке, не волнуйтесь. Идем? Сначала пройдемся по лавочке с этой стороны. Хорошая идея. Пойдемте. Путешественница. Эй, путешественница. Это так знакомо, какое сильное дежавю. В этом и весь интерес. В каждой коробке разный вкус. Что вам попадется, зависит только от вашей удачи. То есть со вкусом фиалковой дыни, фрукта хара и закатника. Все такое вкусное! А еще и со вкусом хвоста ящерицы и аникабута. Давайте возьмем хвост ящерицы. А это что еще за вкусы такие? Пусть путешественница выбирает, Пайман хочет закатником. Ладно, тут 5 коробок, слева направо. От 1 до 5. Какой номер выбираешь? Понял. Я хотел выбрать что-то другое. Я выберу вторую, но 4. О, а мне нравится твоя уверенность в себе. Ни капли сомнения. Ну что ж, поздравляю, 4 номер со вкусом закатника. Пайман ни капельки не хвасталась, когда говорила, что Тенра, путешественница, очень удачлива. Первая коробка со вкусом хвоста ящерицы, вторая коробка со вкусом фрукта хара, третья с фиалковой дыней, 5 с аникабута. 待て待て Эй, другие вкусы Пайман не интересуют. О, стой, откуда ты знаешь? Неужели тебе известны вкусы во всех коробках? Что? Она все вкусы угадала? Это же не совпадение, да? Как такое возможно? Конфеты я еще утром по коробочкам разложил и больше не открывал. Ты никак не могла знать заранее. Ты читаешь мысли? Видишь сквозь предметы? Что за магия? Вот так чудеса! 今のと Путешественница, ну-ка объясни, Пайман, давно у тебя такие суперспособности?
Путешественница! О, Нахида! Нахида была! Видел, чувствовал. Это... Эй, ты куда? どうしたんだよ。 Что случилось? 何か見たのか？ Ты что-то видишь? ドニアザードに Мы не можем идти, не попрощавшись с Дуньярзадой. Это それ грубо. にちょっと良くなかったんじゃないか？ А она не хочет со мной разговаривать. Ну, сорян. О, бежит. Табуретка. Побежала. 時間が急がなきゃ。 Мгм. Это, знаете, начинается хоррор. Когда маленькая девочка убегает по коридорам, а в конце тебя ждет смерть. Смерть. Птичка. 何か探して Что ты ищешь? Зачем мы сюда пришли? О, неоткрытый телепорт. Знакомый силуэт и сильное чувство дежавю. 旅人 Путешественница? Вон она. Учпонькала. Вон там. Это же... そこって И птичка пропала. Пайман съела по-любому. Наконец-то. Улыбается. Она реально сейчас повернется, а там монстр. Ой, 見ろ。 смотри, это же Дуньярзада! Что? Она же только что была с нами. どういうことだ？ Как же так? Откуда взялось две Дуньярзады? もうあなたも気づい Ты て уже いるの поняла, でし что ょ это не первый твой Сабзерус, 家臣 не 探 так 索 ли? に参加するのはこれが初めてではないということをこれ Уверена, ты あなたも знаешь, как 使 этим えるわよね пользоваться. 缶詰 Капсула знаний? Откуда это? А что внутри? あなたも一緒に Ты ね тоже воспользуйся, Пайман. パイモン Ой, а откуда ты знаешь Пайман? Давай вместе, Пайман. おお Пайман немножко тревожно, но Пайман чувствует, それでもなん что か поступает правильно. こうするの Что? Воспоминания за множество дней. おいらたちにとって Это же... Это наш... 20-й Сабзерус? Или даже 30-й, 40-й? Сколько же Сабзерусов мы отпраздновали? おいらたち Мы застряли в одном дне. Если бы не ты, то мы даже бы и не узнали. でこの缶 Что же такое внутри капсулы знаний? まだ少し Воспоминания 記憶 еще が混乱しているの немного запутанные, да? よく思 Ну-ка, い出してみて ну-ка, повспоминайте хорошенько. 何も Это не 初めて первый наш 接触したわ разговор. けじゃないでし Я ょ уже вам все объясняла. うーん Дай подумать. Значит, эта капсула знаний лишь способ показать нам воспоминания. На самом деле, наша память ожила из-за встречи с тобой. 実じゃ他の奴らは А как же другие люди? Почему ты только нам помогаешь? あなたたちの騎士 Ваше чувство дежавю сильнее, чем у других, верно? Если вам нужно объяснение, вы благословлены силой Дендра, поэтому ваши тела особенно чувствительны. Это как будто тонкая бумага отделяет ваше сознание от воспоминаний. А что не так с Дуньярзадой? Какой знакомый вопрос. Ты уже 7-й раз спрашиваешь. Как видишь, она очень слаба. Наверняка вы обратили внимание, что нынешняя Дуньярзада отличается от той, что вы встретили в начале. Перед вами первая Дуньярзада, и времени у нее осталось немного. Так мне сейчас надо вырваться из круга? Кажется, в голове у тебя
уже все встает на свои места. Кстати, меня зовут Нахида. Хихида. Я знаю, ты уже говорила. Хорошо, проверка пройдена. Что происходит? Ты можешь вернуть нам память? И, кажется, знаешь, что вокруг творится. Погоди, только не говори Паймон, что ты даже не знаешь правду. Что даже ты не знаешь правду. Все в этом мире движется по кругу. Это называется сансарой. И все мы застряли в сансаре одного дня. А правда? Правду вы должны найти сами. А если вы ее не осознаете сами, а вам кто-то расскажет, это сильно ударит по вашему рассудку. А из-за последствий я не ручаюсь. Не могу уже плывет. Я немногим могу вам помочь. Дать крупицы информации или малюсенькие подсказки. В остальное время я буду изо всех сил пытаться замедлить болезненную Нерзады. Ей совсем нехорошо. Как будто бы с каждым Сабзерусом ей все хуже. Возможно, я смогу спасти ее, если мы вырвемся из этой сансары. Но сейчас она всего лишь маленькая птичка в небе, которая вот-вот потеряет свои последние перья. Все, что я могу сейчас сделать, это поднять ветер, чтобы замедлить ее падение. Такие странные у тебя сравнения. Сравнение — прекрасный инструмент. С ним ты можешь использовать известное, чтобы понять незнакомое. Итак, с учетом полученных вами сведений, как вы теперь подумаете, в чем правда? Дай-ка мне собраться с мыслями. В состоянии раздумий выберите любую запись, чтобы трактовать ее. В процессе трактовки запись пройдет анализ и могут появиться новые записи. Запись после трактовки можно использовать в качестве заключения. Спасибо. Ты на трову ушел. После трактовки некоторые записи можно соотнести друг с другом. Нажмите «Сопоставить». Чтобы выбрать другую запись, и выберите «Начать сопоставление». С помощью правильных сопоставлений вы получите новые записи. Если одна из записей на текущей странице после трактовки подходит для заключения, выберите ее и нажмите «Подать заключение». Сансара Сабзеруза. Трактовать. Мы уже много раз проживали Сабзерус. Кажется, праздник попал в бесконечную сансару. Великий мудрец сказал: празднуйте рождение своей богини сколько угодно. Стоит ли за этим нечто большее? Стоит ли? Луна, иллюзорность и обман. Что же это означает? То, что происходит прямо сейчас, кажется, уже случалось раньше. То чувство становится все сильнее и сильнее. Мой мозг так устал, хотя я не так уж и много думала. Что происходит? Сансара, папа и речь мудреца. Кажется, что-то тут не сходится. Серьезно? Кажется, что-то тут не сходится. Дежавю. Временная петля. Я не могу трактовать. В этом все дело. Ход времени зациклен в одном единственном дне. Подожди. В этом все дело. Ход времени зациклен в одном единственном дне. Но мы же это только что говорили. Устал, хотя что происходит? Я не могу сопоставить другие, да? Дежавю. При всех, кажется, случилось раньше, это чувство становится сильнее и сильнее. Луна, иллюзорность, обман, что же это все... Ну да, тут нет заключения. Сказал. Вот это... Ну, я думаю, конечно, надо временную петлю выбрать, потому что мы типа к ней пришли. Попал, ну, если честно, вот это одно и то же, ладно.
Временная петля. К сожалению, ты уже подавала этот неправильный ответ. Как же неправильно? А вот Паймон кажется, что все логично. Такое ощущение, что время зациклилось в одном и том же дне. Простая временная петля не объясняет некоторых явлений. Вам все еще не хватает информации, но, к сожалению, больше подсказок я вам дать не могу. Дунерзада! Хоть мы каждый день возвращаемся в Сабзерус, нельзя тратить времени впустую. Поспешите и узнайте правду до конца сегодняшнего фестиваля. Давай-ка подумаем, если мы хотим спасти Дунерзаду, мы должны найти способ выбраться из сансары Сабзеруза. А чтобы мы могли выбраться, нужно узнать, что происходит, то есть правду. А раз Нахида говорит, что это не временная петля, то наверняка мы что-то упустили, да? Паймон помнит, что мы так уже много раз делали, но давай снова поговорим с людьми. Все лучше, чем сидеть на месте и ломать голову. Давай начнем с владельцев лавочек. Давай. Посмотрим, что там они нам скажут. Привет, дядюшка! А, снова вы! А где та начитанная барышня? Она приболела. Ясно. Так вы хотите что-то у меня купить? Я могу заверить вас, что все мои продукты свежайшие, только вчера из леса. А у тебя в последнее время не возникало странных ощущений? Ты не чувствовал, будто ты застрял в одном дне? А? А почему ты спрашиваешь? Вчера я вернулся из леса, а сегодня продаю товар. Что тут странного? Ну, ты подумай хорошенько, действительно ли вчера было вчера? Правда ли ты вернулся из леса именно вчера? Что за философский бред? Вы на ходу спите или сны видите, что ли? Тогда вам следует знать, что нам с умерцем сны не снятся. Идите с кем-то другим, делитесь своими грезами. Почему он серый стал? В этом что-то есть. Может быть, нам все это снится? Он же сам сказал, что с умерцем сны не снятся. Верно, это так странно, что сумерцы не могут видеть сны. Но почему? В любом случае, если бы это был сон, мы бы давно уже проснулись. Пойдем еще кого-нибудь спросим. Ой, это вы! Мое предсказание оказалось точным, и вы пришли меня похвалить? Да, с чем-то подобным мы столкнулись. Но вряд ли это связано с твоим предсказанием. О, я так и знал! А я говорил, что божественные предсказания очень точны. Вы просто еще не до конца поняли значение. Эй, гляди-ка, как воодушевился. Вот мы и пришли, чтобы ты помог нам понять. Помочь вам понять? Ну, я не силен в этом. Хочешь сознаться, что ничего в этом не смыслишь? Так что у вас случилось-то? Мы застряли в дне Сабзеруза. На самом деле, мы уже много раз... судьбу... Что? Погодите-ка. Я-то думал, что вы кошелек потеряли или вас кто-то надул. А вы говорите, вы это серьезно? Это случилось на самом деле? Паймон так и знала, что ты не поверишь. Поразительно. Просто поразительно. Я верю вам. Я помню, что вам выпала луна, а это иллюзорность и обман. Это и правда похоже на предзнаменование. Тебя послушаешь, и кажется, что предсказание действительно связано с происходящим. А ты можешь дать нам еще толкований? Я думаю, откровение, посланное Архонтом, лишь туманные подсказки. Нам, смертным, больше недоступно. В книге лишь говорится, что если вы доверите своей интуиции и преодолеете страх в своем сердце, солнце обязательно взойдет на небосклоне. Вот как. Паймон думает, что предсказание — это просто предсказание. Оно не решит проблемы. Мы так ничего и не добились. Кого бы еще спросить нам? Давай еще раз поговорим с Дехией.
О, Пайман помнит, что мы уже пару раз пытались, и она все время думала, что мы ее разыгрываем. Думаешь, она сейчас от нас отмахнется? Она очень беспокоится о Дунерзаде. Мы попробуем показать ей настоящую Дунерзаду. И правда, Дехия ведь наемница. Она очень ответственная. Так она точно нам поверит. Сейчас она только отбилась от похитителей. Пойдем мы ее разыщем. Пойдем. Опа-на. Со мной все в порядке, госпожа. Это просто царапина. Мы не ошиблись во времени. Вы обе здесь. Пайман и путешественница, вы как раз вовремя. Знаете, тут сейчас такое было. На вас напали похитители, ты только что расправилась с похитителями. А? Так ты видела, а почему не показала сразу? Если бы кто-то охранял госпожу, у меня были бы развязаны руки. Ладно, можешь сделать кое-что для меня. Ты хочешь, чтобы путешественница проводила госпожу отдохнуть, пока ты проверишь, не осталось ли бандитов рядом? Пайман правильно поняла? Откуда ты знаешь, что я собиралась сказать? Нам нужно сказать что-то крайне убедительное. Сумерцы не снятся сын двуручный меч Дехи. Дехия продала свой двуручный меч, чтобы достать денег, и она была ранена, потому что не привыкла к своему новому оружию. Луна, иллюзорность и обман. Что же это значит? Мой мозг так устал, что... Хотя я не так много думала, что происходит. Странно, что сумерцы не видят сны. Вот! Тебя ранили, потому что ты еще не привыкла к своему мечу. Ты продала свой старый меч, чтобы помочь в организации праздника. Этого я никому не говорила. Даже госпоже. Вы не можете этого знать. Вы эти слова словно у меня с языка сняли. Как такое может быть? В общем, дело такое. Вы все рассказываете Дехи. А Дунерзада типа... И вы хотите сказать, чтобы... И вы хотите, чтобы я вам поверила? Знаете, мы в пустыне, может, и не блещем эрудицией, но здравый смысл у нас есть. А она типа ничего не слышала? А ты не заметила, что Дунерзада немного изменилась? Она все время молчит, ничем не интересуется и очень грустная. Верно. Она переменилась, но... Я слышал от родителей госпожи, что сначала она и была такой. А? Сначала? Я не понимаю, о чем вы. Я пойду передохну вон на той скамейке. Она даже какая-то черно-белая стала, не? Госпожа, вы злитесь? Идем со мной, я покажу тебе доказательства. Ладно. Раз уж вы знаете о моем мече, то, возможно, говорите правду. Только давай быстро, здесь может быть небезопасно для госпожи. Аба-ба-ба-бам. Аба-баба. Аба-ба. Туда. Подожди, куда? Блин, я там телепорт не открыл, но, блин. Ладно. Так красиво. Блин, надо стримчик уже заканчивать. Ну, скажите, давайте так. Далеко до конца вот этой развязки? Насколько далеко? Насколько мы далеко от всего этого? Так, это мы пока трогать не будем. Тут все ок. Кстати, пойду открою телепорт. Ну, еще час минимум. Все, значит, мы Дехи покажем это. Пусть Дехи подождет. Мы покажем ей это потом. Надо заканчивать, потому что я уже не могу читать, у меня уже все плывет нафиг. Да, Косыч? Так.
Подождите, давайте сразу тогда сгоняем. Я вас включу. Мы пойдем вот сюда. Анамика говорит. Кысы чумрня. Кысыч мурня. Ну, Вы слышали говорит. это, что ли? МРР. Вы слышали, как Кысыч сказал рн, мр? Слышите, мр передали. Джилтошек говорит. Кысы чмур. Мур. Так, что я Эндрюс делаю? говорит. Сам сюжет Сумеру еще даже половины не достиг. Не, ну понятно, я Джилтошек ж только говорит. в него зашел. Да. М-м. Кумазик говорит. Привет. Привет, привет. А что если я построю что-то в аду и попрошу добавить там телепорт, он будет там работать? Я не писал, чтобы он работал в другом мире. К звездам и к безднам. Гильдия Добро говорит, пожаловать в гильдию ждал искателей Альхайтам. приключения. Теперь весь город Сумеру будет ждать в Лимбе. Джилтошек говорит. Кстати, да. Шиканакона как Иштанта. Гильдия благодарит тебя за выполненное поручение. Вот твоя награда. Анамика говорит. Там еще где-то 11 заданий в этой цепочке Окей. квеста. Хорошо. Криптонокс Квест говорит. интересный. Беда бедовая стрим подлагит в некоторых местах. Да, я знаю. Я борюсь с телефонной компанией, которая... К-телефон называется. Так, они хотят от меня, чтобы я потратил смолу. А давайте чуть заколпимся. Чат, давайте чуть заколпимся. А? Будет Нуна хорошо. говорит. Ичини сан не аригата. Не аригато. Так, заколпимся. Давайте я просто открою свою дырочку, и вы все войдете. Анамика говорит. Подорожник компании подарим. Да, Скинемся банан всем ей надо чатиком. подарить, всем чатикам. Джилтошек говорит. В дырочку. Эндрюс говорит, ты як сказал, как будто у тебя ацел. Так. Подожди, а ты кто? Даджал. Это кто с чатика? Кто это? Кто? Алло. Ты кто? Ты видишь, что у Епри меня говорит, авторитета А больше? где быстрые пальчики? У меня Икс. авторитета больше, Да. чем у тебя. Даньяр Шей Марданов говорит. Это Это я. Окей. У меня авторитета больше. Чувствуешь? Завидуешь? Так, ладно. Вы заходите, кто хотите. Миря говорит. А мы сейчас Ты кто посмотрим. такой? На Навии? Джилтошек говорит. Талант. Коровка задавила авторитетом. Угу. Так, 90 уровень. Это мы хотим улучшить. Для этого нам нужно Эндрюс говорит. вот это. Проверь, Четверг, понедельник, может, четверг, Пимка по воскресенье. телефону с подругами болтает, а INETA. Нет. Фазблус Так, Миллинг. сегодня вторник. Нет, это так не работает. Тем более телефона у меня дома нету. Потому что если он будет, на него будут люди звонить. Джилтошек говорит. Понедельник, четверг, воскресенье. Фазблус Миллинг. Для нее как будто бы ничего нельзя. А для коровки. Среда. Мгм. Кстати, можем сходить на вот этого тогда. Но это мне надо в кого-то войти, да? Потому что... все, беда. Тогда давай я в тебя войду просто. Ты выйди из Миря меня, а я говорит, войду в тебя. Там Навия сигнумовые отжала. Нуна говорит. Пимяу, кависка у, завершила. Фас ред друпи айс. Ну, она вроде Анамика там опять говорит. ушла. Быстрые пальчики о опуске. Без Wi-Fi. Коткубой то точка. Даю всем возможность закопить тенру. Иначе потом будет О, да, конкуренция в смотрите, виде меня. обновили. Фазблус Миллинг. Да. Джилтошек говорит. Я слышу, как Скоку, Пимка ревет. Скоку. Чакмейт говорит. Я пойду. Точка. Посмотрим в записи. Давай, Точка. пока-пока. Удачи. Так. Баба не успел. Так, посмотрите информацию. 7544144. Какой у тебя блатной 35. Ты что такое, что за VIP? Вот вам циферки. Ой, впереди 7. Впереди 7, не 8, извините. Извините, пожалуйста, чат. А зачем я это делаю? Я же могу копировать, нет? Зачем я пишу вручную? Ой, не то. Посмотрите информацию. Не могу. 7, 5, 4, 4, 1, 4, 4, 35. Вот так вот. Вот. Если... Это не обязательно. Если у кого-то просто есть желание, вы можете зайти.
И мы пойдем вот сюда. Желтошек говорит, извинитесь. Извинись. Кусич, ты уже голодненький, да? Сейчас тебя покормлю. Тебя мать не кормит? Че маленький. Пойдемте. Желтошек говорит, простите, Хорошо. Элика, Рит, желание есть, ит не позволяет. Ну, Етнин, телятка, Рика, Рика, О, Увека, началось, Рика, демонов Рика, призывает. Рика, Мика. Рика, Рика, Ми- Рика, Орика, Рика, Омика, Рика, Омика, Рика, Орика. Рика, Рика, Ритнин, Тедиярка, Рика, Рика, Нинка да Ритнин, ярко? Мярик. Погнали. Погнали. Желтошек говорит, Мика демонов призывает. Йипли говорит, опять модер чат сломал. Мгм. Анамика говорит, извинитесь, демоны прут со всех дырдочек. Миря говорит, Орика, 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 А это вообще кто там Орика. будет? Анамика говорит, Фазблус Милин. Я себе возьму это, дедово. Все, я вот так пойду. Я не помню уже, кто там будет. А, там же будет большой дядька, нет? Желтошек говорит, закрой дырдочки. Да, ё-моё. Но наговорит, драгон. Так, тихо, тихо, подожди, сначала Джунли. А то меня сейчас навтыгают. Тут надо будет Желтошек ломать какие-то говорит, колонны. скоку, Скоку. Ты там не умри, тебе, наверное, хила надо было брать какого-то или щитовика. Миря говорит, ща Тенри напихают во все дырочки. Кого напихают? Сам кому хочешь напихает. Анамика говорит, жить, жить, пожить. Жить, пожить. Куда ты сбегаешь? Иди сюда, Желтошек трус. говорит, и нет жить, жить. Иди сюда. Он почти отъехал. Эндрюс говорит, о, я сильнее этого хрена, а яко и до второй фазы замочил, несколько делает лучше. Камиля до ухол фабрикаты киннаркой. Фирая ты писиповые ираны или пурая питати кинерка. Упорари ты или тикуи. Упораля пурава, а что Я споровые запустил чат, типлу у меня фалуанну вычислили, наркобрикаты моргает лана вики зелёная титикои тико облата Какая биряра. точка? А не на дитя кое ты решите, у меня Господи. виджет тикобла. Это он же какой-то, да, и мы больше его не можем трогать. Это еженедельный чувак. Желтошек говорит, красавчики. Красавчики. О, у вас опять все сломалось. Мы еще можем? Анна Мика говорит, да, еженедельный, Окей. одноразовый. Так, давайте тогда кого еще еженедельного можем пощупать? Миря говорит, ну когда виджет с точками платформ запускаешь, YouTube и Twitch горят стабильно, а Трова моргает. А, он иногда Даньяр отключается, да, я знаю, там Шеймарданов есть одна говорит, проблема, но капец, она ни на YouTube что не повлияет, не отстаёт. переживай. Криптонокс говорит, я пока не захожу в Геншин. Ну, Чего? играть уже ни с кем. А второе, делать ничего. Джилтошек говорит, жить, жить. YouTube вернулся, обновить страницу, у вас все будет хорошо. Сколько. Нуна говорит, жить. Сюда. Джилтошек говорит, вжиж, вжих. Вжих, пожих. Нанадж говорит, скоку, скоку. Карлайт говорит, так и живем.
Выходи, собака. チトラリいつかなそうよ手加減ヒーロー決断 Тихо, тихо. Кого ты бьешь, мать? Ой, дурная. Да, беги до него. Я не успеваю добежать до него. Джилтоши говорит, собака то голубая. Ой, она сейчас ест, да? Да. Сейчас с этим драться, с дурачком. Сосет, сосет! Сейчас зато музончик будет. Какие собаки прикольные. さあ働きなさい Джилтошик говорит, скоку-скоку. Сколько-сколько. いやエイゴー行くよ次はよ Сюда. Криптонокс говорит, а игроки это жесть, некоторые навпускают. А если впускают, и ТРО потом кикают не все, а лишь некоторые. А когда смысл играть с кем-то в коопе? Ну, мы просто вот такие активности выполняем обычно в коопе. Так, что там у нас еще есть? Тень говорит, как дела? Все Тень нормально. говорит, Что такое? ассаляму алейкум. Блядский Валейкум хутор ассалям. говорит, Ой-ой-ой. Тикток ожил. ТикТок внезапно ожил под конец стрима. Дурачок. Так, что такое? А, это этот... Джилтошик говорит, Театр Тед выжил, ожил. Но я не думаю, а что Намика надолго. говорит, Тик восстал из мертвых. Так. Как будто А бы нам Намика нужно говорит, тогда ты. Фазбус Миллинг. Вторник, поехали. Йипли говорит, ТикТок вошел в чат с ноги. Джилтошик говорит, реанимацию провели, Тед будет жить. Тед будет жить. Пока никто не видит, я буду воровать вещи. 時間が Джилтошик говорит, жить-пожить. Да-ба-ба. Так, у меня все по-прежнему. Не успел. Ладно. Джилтошик говорит, Е. О, какой дядька! 手加減な Подождите, а можно я Джунби сначала так сделаю? Вот так вот и вот так вот. Спасибо. 力を思いし頭突きジャスティス Все? Какие-то слабые. Так. Мы можем 40 же одна стоит, да? Вот так вот сделать. Так, ты берешь или мы выходим? Выходим, да? Нет. А тебе это надо, ты уверен? Я могу выйти, мне не жалко.口封じは任せたからね行くよ Как им больно. С ноги, пацанам. Нуна, ты как подарила подарок, алё? В смысле? Ой, мне нужно будет каждый Нуна раз говорит, еха. выключать Е. этот.
подарки перед каждым стримом, это будет бесить меня жутко. О. Анамика говорит, там сегодня не только Нуна дарила подмигивание. Тисса, Монолита. Ну, я вижу вот только троих, это мне больше не показывают. Всем засранцам бан. Эндрюс говорит, ну не пора на ютабчик, ха-ха. Туда, Нуну. Нуна, забаньте, пожалуйста. Ты же админ, в конце концов. Нуна говорит, это не я, это лапки. Вот лапки свои забань. Так, во-первых, мы выполнили БП. Не выполнили. А, потому что мне надо перелить. Анамика Окей. говорит, А кого я вообще качал? лапки. Лапки. Талант. На хид уже качал, да? Совет. Качаем. Надо эту штуку покупать сразу. У меня же эти штуки закончились. Ладно. Покупаем зеленый порошок. Все понятно с нами. Даньяр Шеймарданов Ты чё, говорит, ты куда смотришь? ага, там Тенра верхом. Ты куда смотришь, алло? Слышь, под хвост меня не смотри. Уходи. Почему он трясется? Что ты делаешь? Руки покажи. Криптонокс говорит, Вот. Непон чат ошибку выдал. Повторите позже. Джилтошек говорит, хе-хе-хе. Джилтошек говорит, Маленькие засранцы. руки под стол. На Эндрюс говорит, стол. если че собираем споры для нахиды с помощью гео, крио, дендро и гидро, никаких пиро или электро. Анамика говорит, Данияр решил изучить коровку со всех ракурсов. Нуна говорит, Джилтошек ухмыляется. Подожди, как я не выполнил? Ты что, гонишь? Криптонокс говорит, в итоге моего сообщения нет. Не хватило 10 смолы. Может быть, либо ТикТок тебя... Ой, Ютуб тебя забанил, либо у тебя какие-то технические чоколадки. Ну, давай еще раз сходим. Давай еще раз вот сюда сходим. Один разочек. Давай, разочек. Гипли говорит, сходи артерии, залутай. Да не, я артерии так каждый день глотаю. Даньяр Шеймарданов говорит, можно 20 энергии потратить, да? Угу. Криптонокс говорит, я буду заходить, но чтоб аккаунт не считался заброшенным. Это правильно. Потому что мало ли потом захочется поиграть, ты зайдешь, повспоминать. Почему у меня 3 человека сидит на трово? Вы что, с ума сошли? Так, старый. Я же поменял тебе местами, ты почему опять второй? Я знаю, что 20 можно, но почему бы и нет? Ипли говорит, на Трова меньше лагает, внезапно. Нормально, сейчас весь чатик на трову переедет. Так, все, теперь мы идем вот сюда. Анамика говорит, чатик ползает по всем площадкам, ищет стабильность. Но справедливости, когда вот падает интернет, он у меня падает вообще везде. Может быть, просто на трову он легче восстанавливается. Египли говорит, Не это понял. китайцы тебя дудосят, чтобы все на Трова перешли. Даньяр Блин. Шеймарданов говорит, у тебя же 35 только. Я забыл. Карлайф Я говорит, не видел, ищет точнее. мир во всем мире. Эндрюс говорит, на Трова трава, пит на траве, братва. Эдиси. Тысяч. Ипли говорит, буферизация может у них по... Угу.
Чудеса света. Торговец и врата познания. Встретитесь с Дори и купите капсулу знаний. Дом законсервированного времени. Используйте капсулу знаний, чтобы усилить свою боевую мощь. Сквозь дым и темные леса. Завершите сквозь дым и темные леса. Вкус дежавю. Выберите коробочку конфет со вкусом закатника самостоятельно. Даже пайман не съест. Съешьте отвратительную на вид угольную лепешку аджиленах. Я не ругался. Все Геншин. Так, не хватает? Не хватает. Ну, тогда как бы на этом все. Получается. Получается, все. Вот так вот. Ну что, чатик, на этом заканчивается наш суперпродуктивный стримчик. Всем большое за лайки, подписки и подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Стримчиков, я не думаю, что я буду делать стримчики до субботы. Ну или пока мне не поменяют роутер. Потому что чуваки пришли и сказали: ой, а у вас все хорошо, а роутеров у нас нету. И вообще мы вам сбросим до заводских настроек какой-то хер. Нафига-то они мне его сбросили. Но, как видите, ничего не изменилось. Я оставил... это я думаю, что происходит. Я оставил еще одну заявку. Они должны будут... Делайте скриншоты, как говорится. Должны будут приехать и снова посмотреть. К сожалению, тут мои силы, как бы мои полномочия, все. Да, сейчас мы еще, наверное, сделаем превьюшку. Давай мы с тобой сделаем превьюшку в Сумиру. Ой, не то. Сумиру. Может быть, сделаем... Где этот был? Где праздник проходит сейчас? А где он проходит? Вот здесь. Мы там бежали вот сюда. Или ты бежишь туда? Ты где? Я не туда пошел. Да куда? Угу. Не-не, она же вот здесь была. Ты куда? Не-не, ты хочешь прям в дырочку туда зайти? Ой, ну давай вот здесь, давай вот здесь. Так, давай я возьму... Сейчас, секунду. Так, давай вот так вот ставим, вот сюда. Камерамен. Альпейч. Пойдем. Комтумир. Ты где? О, Дехи. Здравствуйте, Дехи. Ну, как-то вот так будет прилично, прям хорошо, прям чувствую. Ну все, чатик, на этом стримчик заканчивается. Ты мне локтем не вшатай. Все, всем большое спасибо, всем пока. И как всегда на обращение, все, я ухожу. Даниэль, спасибо, что впустил. YouTube, Twitch и Трова. Вам отдельное пока-пока.